Как поется в песне, ребята, одного знаменитого человека, которого нет в живых уже. Пусти меня, ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шуме песни и там братва гуляет, и не мешают мусора. Погнали.
старый. Вот он уже. А, коты уже нападают. Ну, уже кто-то едет по льду. Все, пошла возня уже. Да. Ну что, братцы, все, ребят, Тверская область, ровно 12 часов пути, поменял 4 транспорта, с Пашей доехали, ребят, на базу. Кто смотрел зимнюю серию, зимний сезон, так скажем, тот в курсе, а кто немного не понимает, то, ребята, позвал меня Паша в гости за весенним судаком. Прошлый зимний выезд у меня так и не получилось его здесь поймать. Точнее, мы поймали двух, но я его не достал. Достал Паша. В общем, Паша говорит: Андрюха, делаем попытку номер 2. В Тверской области, ребята, вовсю уже весна. Смотрите, сколько снега стало. Сейчас с Пашей ходили на лед. Лед уже подняло. На льду снега практически нету. Красота. Немножко отдохнем с дороги и на рыбалку. Сегодня первый день заезда, ребят. Сейчас ровно 6:30. В общем, ребята, в 6 вечера я выехал, и вот в 6:30 утра я здесь. Самолет, автобус, машины. Ура, на месте, ребята. Расцветает, красота. В общем, впереди 10 дней рыбалки. Я думаю, будет интересно. Все, кайф. По пути заехали, забрали живца. В общем, заряжены, ребят, но немножко уставшие с дороги. С Пашей даже выходили, умывались, потому что вырубает. Тяжело ехать в ночь, конечно. Но как бы ни было, ребята. 12 часов, ребята, я за 2000 километров на рыбалку. Кайф. Все, заносим вещи, располагаемся. В базе тишина, ребята. Банька, в которой я парился. Так как-то непривычно, тут такие сугробы стояли жесткие. А сейчас уже открытая земля. Мы в том же домике, в котором мы были. Понравился мне этот домик. Паша говорит, может, возьмем другой. Я говорю, не, давай в этом же. Мангальная зона, беседка. У нас живец, ребята, здесь. В общем, все. Кайф. И водоем. Живчика нам надо будет посадить. Компрессор ты взял, да? Да. Я уже полку освободил. Все четко. Сейчас туда захреначим. Пойдет. Так, братцы, настроение поднялось. Завтракали. Да, братулец? Да. Как я и сказал, ребята, план Б. Будем брать судака. У нас в эту поездку очень много чего нового. Прям охота все показать. Ну, время поджимает, надо бежать на лед. Уже его нормально так порядком рассвело. Красота. Ну, да. Ну, как и сказал, ребята, мы в том же домике. Моя берлога слева. В общем, не знаю. Потом попозже покажу. Ну, в принципе, ничего не поменялось, да, братух? Да. Дом новый, абсолютно новый. Раскидались, в общем, красота. В этот заезд, ребята, у нас жалится на миллион. Есть вот машина, да, Жигули, а есть Феррари. В общем, сейчас покажу, ребята, небольшой обзор, так скажем. Потому что это просто вещь.
Кто занимается жальницами, мне кажется, будет интересно посмотреть вот именно все нюансы, которые здесь сделаны. Ну и в общем, сейчас покажу. Так, ребят, в общем, это получилось как? Нашел Паша человечка, так скажем. Ну и человечек заинтересован жерлицами, сам рыбачит. В общем, начнем, ребят, с простого. Она вот эта чашка, да, тарелка, как многие называют. Да. Смотрите, ребят, как она выполнена. Диаметр здесь 200, то бишь под 180 бур уже она будет закрывать. Ну, какие проблемы с тарелками? Плохой пластик. Какие-то чашки, они лопаются, или бывает, когда вмерзает, там отбивать, начинает лопаться. Здесь сделано, не знаю, это какая-то фанера или какой-то пластик. Братуха, ты вот мне скажешь? Да, она пропитана. Ну, я, честно, тоже материал не знаю. Ну, чем, знаешь, что еще пропитано, чем что-то не прилипало ничего. Ну, от воды, да, получается? Да. Сейчас уже многие, наверное, стали делать изолон. Смотрите, ребята, здесь уже такая проставочка. Где-то тарелка миллиметра 4, и вот проставочка миллиметра 4. Это вот, ну, для утепления лунки, чтобы ставили и меньше она замерзала. Ну, смотрите, ребята, они уже такие, так сказать, оригинальные. Видите, сделали гравировочку. Барракуда. Паша, это ты, да, замутил, да? Да. Рыбка такая. И, в общем, видите, ребята, сделали надпись «Рыбалка с дрюни». В общем, это сделали прям как подарком. Но здесь не просто так, здесь еще стоит штрих-код. Я бы, конечно, удивился, но смотрите, сейчас, ребят, Паша покажет. Там на камеру видно быть? Да, будет видно. Вот наводим штрих-код. Оп. И все, ребята. И на канал. На мой канал «Рыбалка с дрюни». В общем, я так понимаю, можно сделать все, что угодно, да, братуха? Да. Подарок от любимой жене, брату, зятю, сыну. В общем, вот такие тарелки, ребята, смотрите. Вот как они выглядят. Ну, здесь уже доработочка, я так понимаю, вот это именно прокладка вот эта утепленная, чтобы не промерзала. И, не знаю, Паша говорит, какая-то пропитка какая-то интересная идет здесь. Я просто не запоминал все, что он мне говорил, там столько всего. Угу. В общем, у нас 20 желез, 10 мне, 10 Паше, как бы, в общем, Паша себе заказал вот такую просто барракуда. Ну, а для меня, естественно, как бы, ну, гравировочка канал. Вот, то, что по тарелкам мы имеем. Ну и вот получается сам вход под стойку жерлиц. Так. Ну, в общем, сама жерлица, ребят. Погнали. Вот смотрите, вот такая вставочка. Видите, жерлица поднятая, это большой плюс. Я давно такие жерлицы хотел. Это именно кто рыбачит с ночевками. Во-первых, можно хорошо засыпать снегом. В общем, вот таким диаметром можно засыпать до катушки. Ну и, в общем, когда вот метели, вот сейчас последнюю рыбалку крайнюю, у меня просто перемело, у меня жерлиц не видно было. Здесь уже такого вопроса не будет. Так, ребят, ну это прям, я не знаю, вот какие нюансы по жерлицам. Вот, Паш, ты сколько рыбачишь жерлицами? Много? Да. Какие вот косяки у жерлиц? Вот? Нюансов очень много. Во-первых, флаг проблемный. Флаг. Его по-любому надо переделать. Заводской ты имеешь в виду вот Да. сам флажок, да? Вот, начать даже с самого флага, да, сам флажок. Тут все, конечно, просто сделано. Ну просто. Смотри, ребят, во-первых, он большой, стоит уже светоотражающая. Да, светоотражающий здесь. Здесь, да. Это, конечно, многие, да, переделывают, но именно что большой, издалека, во-первых, можно увидеть, ну и с фонариком, если подсветишь, как бы вот. Сам флаг, ребята, в термоусадке, это для того, чтобы можно, когда живца берешь, на морозе не, вот, руки прилипают. Многие, наверное, сталкивались с этой проблемой. Вот берешь, он прям прилипает. Здесь уже таких проблем не будет. По катушкам так это вообще я молчу. Да, дальше вторая проблема, это вот. О чем даже мы с тобой думали, Да. как сделать, чтобы не было ложных сработок. Да, вот знаете, бывает, когда вот ребята вот именно по катушке, здесь Да. какой-то лед, сработка, он прокручивается, или наоборот плохо подгнутый, живец бойкий, у тебя постоянно он стреляет, да? Вот когда именно начинающий такого момента не знает, сильно загнешь, у тебя прокрут да, идет, да. чуть-чуть слабо загнешь, у тебя наоборот самострел, если живец сильно бойкий, допустим, или там какой-то окунь. Здесь, ребят, смотрите, какой механизм сделан, я просто в шоке, конечно. Вот такой крабик, и на катушке как бы стоит такой же крабик, и он как бы, вот видите, в пазике впадает, и все. Да. Вопрос исчерпан. Просто он здесь ни на леске, ни на катушке, ни в катушке. Там его не зажмет, там не защемит. Он стоит отдельно. В общем, с двух сторон такие вещи.
Блин, это круто, конечно. Катушка магнитная. По катушке, ребята, это вообще, конечно, я прям не знаю, молчу. Вот многие тоже знают такой момент, когда, допустим, щука резко там или судак резко бахнул, и получается у нас бац, накинулась петля, и, соответственно, у нас катушка застопорилась, щука или судак выбрасывает. Здесь, ребят, такого момента нету, потому что стоит магнитная просвоечка. Здесь стоит вставочка. Ну, знаете, кто вот мультипликатором работает, вот здесь такой момент. То бишь она сама в себе притормаживает. Ну, ход хороший, хотя, смотрите. Ну, такого, видите, нет. Это вот такой момент, именно что человек вот именно сам доработал, потому что я такого никогда не видел, если честно. Катушка, ну, не знаю, простая катушка, он пластмассовый, тут даже видно механизм, то бишь стоит такая же трещотка. Вот. И, соответственно, мы выставляем на крабик вот это все дело. Неудобно чуть-чуть. Вот все. Вот катушка у нас железо заряжена. Сработка. Идет вымотка. И, в общем, как будто бы, но петля не должна быть. Ну, если даже у нас происходит петля, да, братух? Правильно я говорю? Да. Вот у нас, ребята, произошла петля, как у многих. Из-за вот этой перегородки, ребята, жалится, продолжает работать. Леска тут идет вовнутрь стойки. И, в общем, она идет, ребят, постоянно по центру. То бишь, если у многих жалец идет прорез, засыпаешь снегом, леска сдвигается, да, она где-то в краю, перемерзает, то здесь постоянно леска, ребят, в центре. Вот как-то так. Не знаю, сейчас прям с утра с дороги я прям что-то прям добавить не знаю, как что добавить. Ну, мы будем рыбачить. В процессе, да. В процессе, да. А так, вот так, ребята, жалится, складывается. Здесь, видите, стоит ограничитель, чтобы дальше не рвать. Мы спокойно спустили. Поставили на стопор. В общем, вот так. Стоечка не просто суется, видите, ребята, она как по резьбе вкручивается. Все. То бишь она уже там, будешь там задевать, она не отвалится, не упадет. Ну, я не знаю, ребят, что скажете, вот прям круто. Ну, очень круто. Сделано, смотрите, все качественно, так прям грамотно, красиво. Да, придраться не к чему точно. Да, Паша уже дома напустил леску, намотал, поставил грузила, поводочки, двойнички, как обычно пишут, тройники, ребят, никогда не перейду. Только двойники, только двойники. В общем, такого плана, ребята, вот так она выглядит, смотрите. Вот у нас здесь 20 штучек. Паша все приготовил. Вот есть такого цвета катушка. Даже смотри, братан, видишь, здесь заглушка такая, здесь такая. Ну, то бишь, тут не просто как-то, ребят, тюп-ляп. Жалится на миллион, реально. Но катушки, конечно, сделаны, ребят. Да, там красненькая. Самое интересное то, что даже здесь рыбалка с дрюней, видишь, братан, гравировочка. Да. А у тебя барракуда, вон, смотри. Ну, да. Блин, ну класс, смотри. Вообще, Да ништяк. вообще ништяк. Столько желез перебрал. Лучше, я не знаю. Да, ребят, я, кстати, много в руках желез тоже видел. Трансформеры, вот Паша вот именно любит. А здесь прям... Ну, это ручная работа, ребят, это не просто там какая-то клепайка. Человек все это делает сам. Человек это делает все сам. Блин, красота. Вообще круто. Да. Сделано прям реально, ну, видно, что прям очень-очень здорово, мощно. Вот такие дела, ребят. Вот в эту рыбалку мы будем их тестировать, смотреть, рыбачить. Будем обновлять, жалятся все абсолютно новые. Поклевок не видели. Вход, видите, ребята, сделан вот так. Все очень грамотно. Не знаю. Но на первый взгляд это, конечно, выглядит дорого-богато. Классно вообще. Никакого колхоза, никаких там заусениц, там что-то. Все сделано, ребят. Все запаяно, просто пушка. Такие дела. В общем, ребят, номер телефончика оставим в описании. Кто заинтересован, ребят, я знаю, что есть различные жалицы, как бы, но вот именно кто прям хочет супер-супер, можете написать человеку, обратиться. Ну и скажете, что от нас, то вам сделают скидочку. Да. Кстати, вот здесь вот этот код это на его канал, на телегу. А, да? Код.
Но я вот не знаю, как ее передать. Угу. Наверное, никак не передашь, наверное, через это. В общем, ребят, координаты оставляем. Звоните, пишите, интересуйтесь. Потому что, мне кажется, Паша говорит, он даже что-то хотел сделать еще какое-то освещение даже при Да, сработке. лампочка. Да, лампочка. Там, короче, ребята, человек просто реально делает вещи. В общем, пишите, звоните, интересуйтесь, обращайтесь. Мне кажется, блин, кто занимается, ну, в комплекте такие жерлицы должны быть у каждого. Класс. Хотел показать, ребят, жупса-то мы уже затарили, вот смотрите, вот так холодильничек в такой фляжке. Платвичка, так что все четко. Ну все, будем выдвигаться. Надо сегодня хотя бы выставиться, а там потом дело пойдет. Так, красота на водоеме, ребята. Лещатники. У нас уже стоит палатка. Толя нам поставил палатку, уже кормит немножко. Потому что в этот выезд будем ловить леща и судака. Ни в коем случае не щуку. Я выйду на лед, хочу посмотреть, какое состояние. Ну и надо в кан воды набрать. Потому что же сами затарили в холодильник. Ну, а так будем брать потихоньку и работать. Красота. Последний лед, ребята. Тут уже лед взорвало. Набрал водички. С утра морозик, что-то градусов 8-9. У нас впереди оттепель, ребята, 9 градусов. Так что кайфовать будем, загорать. Так, задача минимум, ребят, с дороги. Заезд тяжелый. Надо выставить жерлицы. Подкормить луночки, которые у нас уже готовы. В общем, ну и к обеду прийти, покушать и выспаться немножко к вечеру. Ну а вечером проверка. В общем, день такой сегодня. Ну а с завтрашнего дня рыбалка. Паша что-то траванулся, живот болит что-то. Привез опять вкуснятины, блин, ребят. Хлеба своего. Пашка вообще красавчик. Это напарник. Так напарник. Приятный и душой, и телом, я имею в виду, и мозгами.
Я-то думал, братан, в этом году уже вести буду. Красота. И спать тоже не охота. Вообще. Слишком маленький, даже крючок не залез. Свои груза лучше уходят. Так, как ставим? Вот так? Лицом как правильно? Так, наверное, да? А тут такой флаг, братух, что Увидим, да? да. Ох, ребятки, погодка класс. В общем, бурю. Заряжаю жерлицы, так ставлю. Пашки. О, красотки какие. Новые, еще не нюханные, ребята. Блин, выглядит, конечно, не пушка. Так, лунка тут еще не видно. Снега-то нету. Ну, вдвоем, что, быстренько сейчас расставимся. Толя говорит, лечь днем клюет. Так что мы и днем побалдеем. Сегодня надо поставить главное. А потом разберемся. Лёдик такой тоже пойдет. Берем мощный обхват, ребята. Большую площадь забираем, потому что надо найти, как обычно. Водоем-то, смотрите, какой большой. Если я у себя где-то там через каждые там 10-15 метров, то здесь прям по 30 метров, по 40 от жерлицы. Так в размах делаем, надо найти, а потом смещать будем, переставлять как бы. У нас времени очень много. Такие дела, ребятки. Класс. Заряжать одно удовольствие. Да, вообще мягенько, да? Вон, друзья, смотрите, как катушечка работает. Оп. Как по маслу. Угу. Что, глубина такая, что ли, большая? Да, почему-то Да? Метра 4, да, где-то, браток? Я 4 подмахну. Нет, я говорю, а метра 4 глубина?
Нормально, что? Я там одну жил ставил. То ли на ходу кто-то пытался жеста схватить. Я понял, я ее там только подставил. И она как щелкнула. Из рук у меня. Ну что себе? Вот закрепил хорошо. Тарарай, тарарарай, тарарарай. Лед трещит, ребята. Садится. Лед трещит, садится. Так. Ну что, мы тут доставляем. Новые жалюзи. Аккумулятор сел. Блин. Паша пошел за аккумулятором. Что-то не заряженный у нас. Одна батарейка была. Мы что-то думали, хватит нам 20 жалюзи поставить. Вот так вот. Катушки, конечно, космос, ребята. Эти сама работает. Оливка 6 грамм. Есть контакт. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Снега нету, как раз не будем засыпать. Посмотрим, как вот эти подставочки будут работать. Сорожка хорошая, то, что нужно. Ой, тихо. Тихо, мать. В прошлый раз, когда я сюда приезжал, у нас живец прям помирал весь, блин. Посмотрим, как сейчас. Как с кислородиком-то. Поехали. Вот так вот. Красота. Ну вот и все, я ухожу из твоей жизни. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та, вроде Стас Михайлов, не помню. Все, ребятки. Пятачок мы раскидали, и тут дежурные немножко. 3-4. Это так, на просмотр. Паша сходил в батарейку, принес, мы еще корм забыли. Сейчас пойдем в палатку, сделаем луночки. И... Точнее, они там есть, надо их просто обновить и закормим немножко. В принципе, на сегодня у нас работа выполнена. Хотя такая погода, ребят, ходить даже неохота. Но надо немножко поспать, потому что подрубает прям вообще на корню. Так, ну что, наша палаточка. О, в палатке Ташкент, ребята. Луночки. Тут они не промерзли даже. Чуть-чуть обработать края. И можно кормить. Сейчас Пашкой закормим. Завтра я леща достану вот эту лунку. Что? Леща достану. Лошечка залезет, братан? Да. А эти поменьше лунки. Сейчас вот приготовим. Ходи, братух, пока самосвал возьми. А как это называется правильно? Кормушка закормочная. 500 грамм. Ага. Ага. Вот это 500 грамм увлажненности сейчас бахнем. И будет огонь.
3 штуки поймал, да, говоришь? Да. Ну, Ну, он говорит, рано ты шел, вот тут с 11 лет. С 11 дня? Угу. Или что? Да. Днем? Да. Охренеть. С 11 дня. Вот дела. Сейчас мы тут почву приготовим, братух. Не знаю, какой взял. Хоть бы сам ел, блин. Там есть это, вот, с мотылем, походу, другой пакет. Да. Так, нам закормить чисто, удержать. Ну, раз они кормили, братан, но тут так и трется. Три штучки лежит. Угу. Увлажненку можно, правильно ты говоришь, так сыпать. Блин. Да, конечно. Нет, если тут течение было, этого нет. Да. Да увлажнен там нормально, но подольше лежит на дне. Тонкие эти. Так, друзья, ну что, мы на базе, время обед. Все-таки решили мы немножко отдохнуть, 2-3 часика, потому что с дороги реально такое себе. Надо отдохнуть. А вечером в бой. Готовим, в общем, на вечер удочки. Прошлый поход мы делали с Пашкой. Но в конце так мы что-то и не заняли. Сидели, мы там кормили. Вот эти 2 мы готовили уже, а сейчас вот достали там Паша с ящика все, что есть. Короче, тут соображаем на вечер, так скажем. Вот, перекусили немножко. Погода бомба, солнце, блин, красота, весна. Так что, да, мы очень немножко отдохнем, вечером посидим, проверим жерлицы. Ну, можем попробуем на леща посидеть что-нибудь. Ну, а так планируем с Пашей каждый день сидеть на леща. Вообще кровь из носа будем сидеть. Утром, днем, вечером, как получится. Потому что ребята ловят, мы сами видели и до этого нам говорили, как бы, то, что здесь он поклевывает. Да, рыба такая, как бы, не особо по качествам вкусов, по вкусовым качествам она нормально, но так чисто душеньку надо оторвать, потому что, ну, прикольно все равно на удочку половить. Попадаются такие хорошие лапки. Вот такие дела. Так что все, сейчас довязываюсь и на боковую будем спать. Ты. Сейчас 2, 3, 4, 5, 6.
Добрый вечер, друзья. Ну что, шикарно поспали, кимарнули 2 часика. Погода, пушка, ребята, солнышко. Я даже очки пришлось одеть, потому что вот видите, как отблеск такой прям. Ну что, мы удочки связали, термос заправили, в общем, хотим посидеть. Первый день хотим посидеть, потому что люди ловят потихоньку, помаленьку, даже днем проклевывают. Ну и будем уже как раз вечерку возле жерлиц, потому что судак выходит только вечером, ночью. Ну а днем так в основном щучка проскакивает. Плюс-минус. Красота, ребята, весна. Вот затарили саночки, кан, ящик со снастями, термос. Сейчас Паша еще раскладушку возьмет и сядем в раскладушечку и будем балдеть. 4 у нас луночки там. Ну и посмотрим, время 5 часов вечера, может какой-то загар уже есть. Кайф. Кайф, ребят, смотрите, какие берега каменистые. Блин, как в Карелии. Полностью такие глыбы. Весь берег. Блин, красиво. Очень красиво. Все будет бомба. Нормально нам работает? Чё? Да. Охуенно. Так, ребят, ну что мы прибыли на место. Мотыля у нас еще нету, взяли тут у ребят. Загаров, короче, нету. Пока будем надеяться, что пока. Ну, хотим посидеть на лещика. Первый раз, кстати, пользуюсь, ребят, пучковязом. Тема прикольная. У нас вот как раз мормышка снизу большая. Ну так получается, видите, какой пучочек. Опа. Тает на губах. А на крючок так вручную. Мотыль уже такой плоховатенький, конечно. Сейчас мы с Саней посидим. Паша пошел туда смотреть дислокацию на отступление, если что. Завтра, если у нас загаров не будет, то будем смещаться. Будем, ребят, искать. Ну, щука днем не вышла. Щука днем не вышла. Только остается на вечер, на ночь. Будет судак или не будет. Посмотрим, короче. Да, мотылек такой слабенький. В общем, вот, ребят. Вот как-то так. Погнали. Шеволит тут, ребята. И
тут и там. Поставил 4 удочки. Как леща-то ловить надо? Оп, есть. Сорога. Сорожка, ребят. Пойдет контакт. Сорога тоже есть, короче. Вот такая сорожка. Ну, охота леща. И все, ребят, установил 4 удочки. Лунки у нас были закормлены, мы с Пашей перед уходом тоже закормили. Ну вот шевеление, говорю, сразу что-то тык-тык. Я просто не представляю, как лещ клюет, как на удочку-то его ловить. Потому что он так же, как плотва может задирать. Или как-то там по-своему. Ну просто я знаю, что такой лещ, он клюет так же тихонечко. Вот у нас вечерочек. Посидим. Подождем загары. Ну и порыбачим на удочке. В этот заезд, ребята, судак, лещ. Обязательно. По-другому никак. Прошлую рыбалку у нас одна щука была, кто смотрел. Это было глухозимье. А сейчас вот весна. Поглядим, посмотрим. Сорожка. Да, что-то небольшой. Ты что, там надо подсекать-то сразу, братух? А нет, ляпка. Давай ее за борт, братан, или что? На засол? Да нет, пока за борт. Наловим покрупнее. Ништяк вообще. Так, а как тут? Вот так? Что там, вообще разбили? Вот так, да? Ты на что делал? На низ сделал? Да. На мормышку, да? Да. Ну подразбили, я могу потом тебе сделать свежего. Не, нормально. Ништяк вообще на поплывок. Как я и мечтал. Леску туда в сторону, братух, понял? Ага. Потому что эта леска тонкая, она путается моментально вообще. Поклевочка такая прикольная, да, была? Тык-тык-тык. Ну не крупно, видишь? Ну он, значит, ходит, какая разница. Значит, крупный есть. Да. Подойдет сейчас. Ништяк. Хорошку надо тоже, наверное, братан, отпустить может? Да я что-то даже не знаю. Нет, Толяну там можно, в принципе, он уже говорит. Да и кошкам дадим. А, ну да, у нас же кошки есть. Пахнет. Вообще здорово пахнет. Угу. Есть, да? Да. Есть перемолот. Опа. Сейчас вообще. Давай, братуха, будем. Давай. Матушка земля, белая черепушка, для меня святая Русь. Та-та-та-ра-та-ра-ра. О, чаечек-то. Ништяки. Казахстанский, ребятки. Вкусный чай вообще. Заварной, блин. Классно. Ух! Да. На солнышке-то другой базар. Солнышко зашло и все. Ну что ты, где там у нас Леха-то? Блин, ребята, я так рад, что снова здесь. Классное место вообще, классное. Даже не в том плане, то, что вот домик там, да. Это все нормально, ребят. Но в плане того, то, что судачок, я судачка хочу поймать вообще. Потому что тут раз не получилось, Ваша говорит, Андрюха, тебе надо приехать еще раз. По последнему льду. В общем, ну у нас уже был сбор, в принципе, давно. Билеты я покупал, заказывал месяц назад. Как бы примерно планировали. Вот, в общем, выскочили.
Ну, сегодня первый день, так что как бы завтра будем смотреть, искать. Ходить можно, бурить можно. Живец у нас есть, живца у нас много. Будем искать, комбинировать, что-то как-то переставлять. Пашка, кстати, пошел вот это в домик за этим, за бушлатом мне. У него сапоги с шипами. И как бы идет, цепляется нормально. А я тут вот так скольжу, короче, без... Блин, выложил, ребята. Выложил. Короче, надо сидеть, ребят, рыбачить. Короче, братулец у меня за шипами пошел. За шипами, за бушлатом. Я его быстрее сгоняю, потому что идти невозможно. Вот так скользить. Лед так чистый, гладкий. Скользко, аккуратно, не упасть, блин. Травмируешься, и хана всей рыбалки будет. Тут голову прошить. Вообще 3 секунды. Посидим, в общем. 7:30, ребята. Посидим на часиков 10. Посмотрим. Блин, вот сейчас выложил это лещ, ребят. 100% был. Блин, а я далеко. Лунки широко стоят. Потому что мы вдвоем сидим рыбачим. Ладно. А вдруг поймаем, ребят, Леху. На удочку тоже классно. Ребята, я на комбайне нет-нет-то подлавливаю, но это не то. Это здесь-то совсем другое. Блин, прозевал. Тишина, ребята. Смотрите, как видно жерлиц. Охренеть. Видите, то, что светоотражайка не только на самом флаге, но и на стойке. Очень круто видно. Вообще, вот наш участок, пятак. Просто я вижу все, ребят. И соотношение сработки получается у нас не только вверх, но и низ видно. В общем, 2 пятна будет видно даже очень-очень далеко. Паша сходил разведочные, посмотрел, тишина на улице. Вот такой месяц висит, морозик, лед хрустит, прям жестко сидим, прям в рук. В палатке тишина, ребят. Какие-то шевеления были, непонятное время, 10 часов. Потихоньку будем выходить вот туда, нам, на базу. Будем отдыхать. Сегодня не получается как-то у нас. Пока. Денек, ребята, и заканчивается. Все, добрались. Ну, сейчас что не ходить-то вообще. В прошлые разы мы тут просто реально так тяжело было. Да. Сейчас, ну, просто вот так, раз-раз, быстренько вообще. Паша, как обычно, занимается. Котлеты. Ну, это все с дома, ребята. Это все с домашнего. Ну, живет, ребят, вот живет. Смотрите, классно как. О, вообще бомба. Так что все нормально. Самое главное. Что, посидим сейчас, поговорим. Поужинаем, да. Красота, у нас впереди еще вот только времени. Хотя вот так обычно говоришь, завтра еще, послезавтра летит на рыбалке вообще мама родная. Добро тут. Что не замечаешь? Сегодня вот что, дня уже и нет. Да, день уже нету, да. Хотя приехали с утра пораньше там. Ну понятно, да. Всю ночь ехали там. Как-то так. Ну, в общем, загарчик-то был один, оказывается. Вот. Завтра попробуем посидеть до обеда по поводу удочек леща. Все равно попадем как-никак. Будем надеяться, так скажем. Ну а так что? Тепло, светло. Мухи не кусают. Че не жить так? Красота. Так что будем ужинать, ребята. Сейчас включим книжка какой-нибудь.
Класс. Ребята, доброе утро. 7 утра. Мы уже проснулись, позавтракались, умылись. Ну, красота. Выходишь так с базы, с домика, и тишина такая. Только слышно, как лед трещит, ребят. Лед. Шикарная погода, ребята. Сегодня также солнышко. Посмотрим судачка. Вчера одна сработка у нас была, а вот что за ночь получилось, интересно. В общем, собираемся, выходим на проверочку. Паша сегодня поедет, тут деревня недалеко, или село, не знаю. Купит мотыля, и сегодня будем пробовать. Охренеть, лед трещит. Прям просто прикольно так. В общем, ребят, полноценный день моего путешествия. Начинаем. Погнали. В 4-м домике у нас соседи, два мужичка, и у них вот такая техника. Не знаю, почему бак открыт, конечно. Вот такой аппарат, ребята. Хаски. Ну, вдвоем по льду перемещаются спокойно. Лошадей 6, наверное. Ну что, он разбирается, смотрю, и что, в багажник можно спокойно положить его. В общем, техника для каких целей? Понятно, если, допустим, вот люди выезжают, и вот по такому водоему передвигаться, то вполне достаточно. Не надо там большую мотособаку иметь. Так что многие спрашивают: Андрюха, что посоветуешь? Тут, ребята, должно быть понимание. Для чего техника нужна? Вот для мужиков вполне достаточно. Зато не пешком передвигается, и нормально. Вот такой аппаратик интересный. Гусянка, наверное, метр всего на 38. Протулец у меня приболел, блин, плохо. Что-то его знобит немножко. 5-10. Ну, он в эту поездку поехал, уже чувствовал, что приболел. Неполноценно он двигается. Так что дай бог, чтобы нормально все было, не болел. А так шикарно. Банька. Возможно, будем баньку топить. Хотя у нас есть душ. Банька так. Посмотрим. Круто, круто. Ладно, начинаем. Так, друзья, ну что, не густо, но и не пусто. У нас вот дежурные боковые, два загара. И на новый, да, братух? Да, один. Один. Точно. Новый пока, ну да, есть один, ага. Блин, что-то сейчас мы будем думать, возможно, будем тащиться. Так, ну что у нас? Полная вымотка. Будем смотреть. Давай, брат, спасибо. Не рано еще? Что-то рановато начинаем, братан. Да, шумовку брать? А? Шумовочку. Нормально. Че?
холостая. Да что так? Но если не здесь. Что за вот эти полные вымотки? Ничего, да? Живец даже, понял, есть. Что такое? Булька, понял. Понятно. Ну, она вообще мелкий, видишь, даже побита сразу. Ну да. А тут налимчики есть, братан? Не знаешь? Есть. Ну, Толя говорит, есть. Есть, да? Угу. Так. 1-0 пока, да. Может, у меня там держу ничего, что скажешь. Не знаю, просто сейчас посмотрим, что. Сегодня день покажет, короче, так. Возможно, будем сюда смещаться. Потому что вчера вот здесь тоже вечером Паша ходил, вот так же вымотало. Такое ощущение, как будто налим, там зубов не видать. Все-таки весна, налим-то сейчас тоже входит. Тут не полная, да? чуть-чуть, да. Осталось. Ну тут клевал, видишь, вчера. Тоже мелкий, наверное. Кто клевал тут, интересно. Оп, есть. Есть, да? Ага. Ну, хоть что-то. Ну мелко, братух, понял. Вообще. Судачок мелкий, наверное. Судачок, думаешь, да? На ушицу, братик. Ну не клюет сюда щука, значит должен быть судак. Он? Да, он. Ну. Наконец-то. Есть. Вытащил ты своего. Ништяк. 1-1. Красота, ребят, смотрите. А? Колкастенький-то. Вот он. Заел, братух. Ага. Вот он. Красавчик. Даже не домотал, понял, братух. Лень стала гулять. Да, да. Сел и этот. Есть у тебя, братух? Да. Операцию будем делать. Ну слушай, ништяк. Ну хоть что-то. Да. Начало-то есть. Начало есть, конец будет, ребята. Сами знаете. Дело-то тут такое наживное. Сегодня не густо. А щука, видишь, щуки нету. Этот раз. Заглотил? Хорошо заел, братан. Хорошо заел. Да. Ну вот. 1-1. Идем дальше. Навье, ребята. Полная вымотка, да. Чашка прорабатывает там. Не замерзла вообще. Да? Там если чуть края открылись, Угу. все-таки работает. А че? Опять говорю? Ляг, братух. Да что такое? Не, пошел. Оп, есть. Ну тоже, братан. Такой же. Ага. О, Вообще малек. вообще малыш. Смотри, ну, многие говорит, у такого мелкого, да, сейчас, говорит, на ратлин это ловят. Да. Смотри, как заел. Угу. Аж поводок, бедолага. Как вот таких отпускать, братух? Не знаешь? Никак. Это минус двойникам. Ну это да, согласен с тобой. Ну Вот чё- хотя, вот это, и тройники, он бывает глотает тоже, рассказывает. Ну не отпустим сейчас. Ничего не поделаешь. Так, надо искать крупного. Согласен с тобой, братух. Ну что-то вот в той стороне, да, считай? Да. Туда, может, сейчас сместимся. Подвинем что. Что-то надо исполнить, брат. То есть, ну, по поводу жадности это вообще он зажрал нормально. Ага.
Заел, прям заел. Давай отпустим. Ну то, что есть хорошо. Да. Три поклевки, 2 судачка. Ну не крупный этот, вообще он такой малыш. Солнышко встает, ребят. Жара сейчас будет. Что, будем смещаться в тот угол, получается. Как-то так. Как-то так. И никак иначе. Вот Оля сказал рано, да? Ну типа да. Ну, знаешь, я всегда что думаю? Ну они же, мне кажется, сами так ни разу не пробовали 8 выйти. Да, конечно, что это? Прям по расписанию, что ли? Не может быть такого. Ну что, я говорю, вот солнце село и все. Прям перестало. Сегодня посидим, посмотрим. Сегодня посидим, поглядим. Ну да, мы все сейчас тебе доставим туда. А новые завтра будем еще представлять. Если уж будет Ну сильно. сегодня-то пускай постоят, Сегодня правильно? пусть стоят, конечно, второй день, пусть завтра мы уже четкую картинку будем знать. Угу. Согласен с тобой, братуха. Согласен. Что, опять мимо? Ух ты, ты видел? Да, я и говорю. Пошел поплавок прям. У меня тоже шевелим. Прям на дно пошел. Вчера у меня когда-то клюнуло, я достал, мотыля не было. Сожалею. Ну вот, закормились. Сегодня прям с утра хотим попробовать. Ну, пару шевелюк было уже. Так что кто-то есть. Кто-то есть. Погода сегодня опять прелесть будет. О, уже солнце греет. Палатка оттаивает, братан. Угу. Капает он. Ага, видишь, да? Солнышко пригревает. Да, солнце греет уже. Так, на уху поймали. Сегодня уха, да? Да. Уху сделаем сегодня, ребята, покушаем. Закормились ребята в палаточке. Пару тычков даже было. Поклевочка на жерлет. И в том углу опять. Вот уже какое-то понимание у нас есть даже с вами. Работки там были. И вот кто-то бомбанул. Утренняя поклевочка. Идем посмотрим. Полная, ребятки. Давай, браток, делай красиво. А, есть. Есть, да? Да. Что там, братан? Вкусненько что-нибудь, а? Ну небольшое что-то, но что-то есть. Слушай, дергается на щуку похоже. Ну смотри, все как это, да, братан? Да. Как ты говорил, утром щучка. Дергалась так, что сразу видно. Такая, ребятки. Щукарка.
Ну, ухи быть точно. Ухи будет, да, бро, тут сегодня четкая, наваристая. Ну слушай, хорошо, что днем чуть поклевывает. Ну да, да, да. Веселье нам просто и ночью, и так скучновато будет. Сейчас ряд тот продолжу. А если что, завтра мы перекинем вот эти 10 штук туда, ближе к коку. Вот как раз сварим сегодня с щуки и с маленького судачка. Да? Много даже будет. Там маленькую ты говоришь. И значит судачка. Судачка. Балуется щучка. Заела тоже. Ну щука, понятно, щука. Всегда заедает. И тут судак мудрит что-то иногда. А щука-то она, если берет. Ну что, новые обновили. Катали новые. Да. Красная сработала, зеленая. Это оранжевая или крайне в том цвете. Ну слушай, ну живец живой был. Ну, вечером продернем. Пока крупняк не радует. Будет денек, придет. Ну что, друзья, вот как-то так. Ну, что-то, какое-то шевеление, понимание какое-то происходит. Ну, понятно, что вчера выставились. Сегодня за ночь 3 сработки. И вот сейчас утренняя щучка. Вот утром здесь вот постоянно вот есть вариант поймать щуку. Ну, днем. А вот вечером, ночью в основном судак. Паша пошел немножко сместить пяток жерлиц. Но я на удочках остался. Все равно надо дежурить, смотреть. Потому что в эту поездку хотим реально разловить и леща. Ну, какие-то тычки были, вот когда кормились, когда вот только подсели. Ну что, пару судачков, понятно, не крупный. Один в зачете, один, ну блин, заглотил, ребят, что делать? Приходится брать. Сегодня вот с него уху сделаем. Паша вчера курицу отваривал, чисто на бульоне. Вообще ни аппетита, ничего нету. И сидит, и у него знобит, начинает знобить. Хожу, говорит, более-менее проще мне. Плохо, когда на рыбалке болеешь, базара ноль. В принципе, когда я выезжал, вот он уже сказал, что он приболел, как бы. Надо было, конечно, отменять поездку, но видите, билеты все куплено, блин. Паша говорит, да ладно, говорит, как-нибудь в домике, если что, перележу, что-нибудь, таблеток каких-нибудь. Ну, сегодня ушицу сделаем, похлебает. Что-нибудь жиденькое. Восстановим, короче. Так, ну ладно. Ну сижу, что-то, говорит, обычно с 10, говорит, вот и начинают поклевывать. Вот Толя, который здесь на базе смотрящий, вот он нам подсказывает все как бы. Как, ну он в основном-то вот леща-то и ловит. Но он сейчас вот ловил, говорит, в морозы попадались. А сейчас оттепель. До 9 градусов, ребят, представляете, тепло будет. Офигеть. Ну пока вот сижу, смотрю. Паша пошел переставить в тот угол, потому что там какая-то вот шевеление есть. Ну так и будем искать, так и найдем. Сегодня еще эти подержим. Сейчас, правда, живца будем всего поменять. Что-то мы не взяли с собой, так что-то взяли, десятку кинули. А сейчас пару жарец посмотрели, плотва такая уставшая, надо вот ее заменить. Вот. Если завтра здесь будет тишина, мы часть снимаем, тащим в ту сторону. Ну, в общем, у нас, ребята, очень много времени, и это круто, когда очень много времени. А так с ночевкой на 2 приезжаешь, ну вот выставляешься, ну, допустим, там клюет, тут не клюет, понимаете, вот и все. И, соответственно, многие рыбалки, они такие пустые получаются, потому что только на второй, на третий день ты понимаешь, где поклевки, как лучше, и, соответственно, как-то так. Да.
Дни, конечно, ну, выходные не у всех такие, и вот, соответственно, не получается. А так, по жарлицам, да. На 3 дня надо, ребята, ехать. Первый день выставляться, второй день уже понимание есть, перемещать и вот ловить получается. Второй, третий день. А первый день это так. Выставочный, такой непонятный. Ну, солнце греет, ребят, палатки уже кайф. Вчера посидели до 10. Поклевок так мы и не увидели. Ну, сегодня закормились опять же. У нас прикормка есть. Мотыля сегодня нам привезут. Будем кормиться. Все равно придет, зараза. Ставим на пучковяз. Вот такие пучочки. Просто охота поймать, ребята, лещика на удочку. Вообще охота. Так-то мне эта рыбалка не интересна на самом деле. Ну, как бы жерлицы стоят. И здесь можно посидеть не просто так. Не идти же в домик, правильно? Да и что, мы лошары какие-то, что ли? Все ловят леща. Мы тоже могем. Мы тоже могем, ребята. Мы тоже можем. Закормимся, закормимся. 500 грамм охлажденочки. Сейчас закормимся и посидим. Потом больше уже ничего не добавлять. Мотыльком бы, конечно, кормануть. Чисто. По центру бахну, края не буду кормить. По центру чисто. Есть, ребята. Есть. Выцепил, ребята. Опа. Оп, оп, опа. Есть, ребятки. Есть. На игру, ребят. Ё-моё. На игру. Короче, играть надо. Ну, поиграю. Вот есть, хапнул. Фига засосал. Ну, вот уже поклевка, так поклевка. Блин, а я сижу тут, скучаю. Ну, дай-ка попробую поднять. Начал поднимать, короче. И бахнул. Фига, заел. У меня экстрактора-то нет. Заел так заел. Отдай крючок. Отдай, брат, крючок. Просто съел меня. О, какой, ребят. Наконец-то. Короче, будем, ребята, играть, значит.
Поехали. Короче, надо нормальную удочку, ребят. Какого-нибудь черта, и пойдет дело. Так, вон дно. И поехали. И поехали. Сорога, ребята. Сорожка. Толя мотылька свежего привез. Ништяк. Сейчас не пучковяжусь, а так чисто одеваю. Поменьше делаю. Еще один, ребята. На поплавочек хапнул. На поплавочек, поплавочек. Смотрю, блин, что-то на кивок. Ящик поставил, неудобно. Тоже на крючок, смотрю, взял. Такой небольшенький. Лосовочный, короче, ребят. Вот такой. Тут еще, ребят, заметил, смотрите, вот такую прикормку продают. Клювка была, ребята. Клювочка была, блин. Такие готовые шары. Не знаю, это получается, скорее всего, просто в пачке. Просто сами делают, в пакетик ложат, и вот, допустим, кабуна на столько. Так что ли? Ничего не пойму. Сейчас чисто. Сколько лежит, брату? Сейчас на грамм 50. Вместе с шаром тогда пусти. Упанем. Ты шар положи и мотылек. А, и шар сверху. Нет, он сыпуха его нету. Лункой. Ага. Сколько кормим, Саша? Что? Ну, он говорит, нормально. Денек вы попадете по-любому. И просто обловитесь. Угу. Чистеньким мотыльком. Он говорит, вон там еще хорошее место, где вот без палатки рыбачат. Они, говорит, сегодня съезжают, он говорит, я его забью тоже это место. Ладно. Леща поставим. Леща? Да. У нас вроде подъем, ребята. Обхват большой, еле видно даже, блин. Ну вроде загар. Да, загарчик. Опять в том же месте. В том углу. Полная вымотка, да? Оп, есть. Есть. Небольшой? Да. Есть контакт. Штучка. Щукарь, думаешь? Думаю, да. Днем, да? А там хрена знает. Смотри, как идет. Если спокойно, то сюда пойдем. А на самом. Хорошенькая, браток. Бродит днем. Хорошенькая. Нормально, что ночью судачок поклевывает, а днем щука. А то вообще скучно будет.
Ништяк, ништяк. Какая бойкая. Недавно что ли хапнула? Блин, мы еще не взяли, чем ее прибить. Сейчас, братух, прибьем. А, ты достал? Да. Красавчик. Ну слушай, это нормально, братанчик. Ну, Давай. не как тогда, но хорошая. Пойдет. Над мамку, братан, икру надо. Ну да, сейчас мамки-то икряные. Засолимся сразу. Себе покушать. У нас сегодня две щучки. Нормально. Который нас довозил. Тот дедуля, да. Нормально дедуля шпарит. Вон о чем ребята ездят на рыбалку. Это в прошлую поездку он на Артикеке нас довозил. Дедушка. Пойдет так. Ну что, я считаю, нормально. Пойдет. Рыбалка прет. Подлещички немножко. 2 судачка, 2 щучки. Нормально. Ну, судак ночью, ребята, вечером, ночью. Потому и скучно. Ходить можно, там ратлина пробовать. Ну вот днем нет, щучка попадается. Так что нормально. Пошла возня. Хорошо. Порожняк. О, братух, пойдет. Красавчик. Так, лавруха. Да. Ловушечка. Пойдет. Прям еле-еле, смотри. Зацепил. Ага. О, братух. Опа. Есть, братух. Смотри, да тут, опа, сход. Давай. Бля, Понеслась, да. понеслась жара. На мотылька подошли, блин. Тоже такой не крупненький был. И тут по ноздре дал тоже. Понял, братух? Так. А мы там сидим. Да, бродим, блин. Ставь сюда, братан, я тоже буду. Держал. Воровать. Угу, так. Вообще что-то. Бракуляс тебе завязывать надо, уже обедать идти. Хорош. О, Живчик. хорошка, да? Да. Перемешку, короче, все здесь. На мотылька, блин, понял, подошли тут. Покормили мотылем. Подошли. Слушай, это надо посадить. Блин, сход. Сход, да? Подожди. Нет, сидит, что-то мелко, кажется. О, сорога хорошая. Прикинь, я даже не чувствовал. Нормально, нормально, братуха, на поплавочек у тебя. Ну, нет. Ух, палящее солнце, ребята. Прям от снега вообще ничего не видать. Без очков вообще тяжело. Вернулись мы на лагерь, так скажем. Я уже немножко там перекусил. Паша готовит там. Плохо пацану вообще. Блин, вообще приболел. Тяжело он борется, конечно, ребят. Вы хоть не видите, но, блин, тяжело ему вообще. Ну что, подлещика немножко потаскали. Так, поклёва, конечно, много, но, блин, даже непонятно, как его подсекать, блин. Он тютик, поплавочек или кивочек, блин, и все. Успел там что-то поддернул. Одного там более-менее поймали, а так вот такая ладошка, лаврушка. Ну, можно рыбачить, ребят, можно. Подкормили вот хорошо, и вот рыбка реально подходит.
Я, в общем, решил, ребят, почистить рыбку немножко. Ну, сегодня уху сварить надо. Паша бульона, потому что Паша набрал там всякого разного. Ребра, как обычно, там, блин, сосиски там на мангал. А человеку не лезет ничего. Надо жидкий какой-то суп варить. Вчера вот курицу отваривали, вот он потихоньку кушает ее. А сегодня вечером уху сделаем. Судачка почищу сейчас одного. Ну, остальную рыбку на морозилочку. Вот, котам там что-то отделить. Котов на базе, сами знаете, очень много. Они сейчас гуляют, все мурчат. Хотя им не до этого сейчас, но все же. Так что такие дела, ребят. А так шикарно. Сегодня поймали. Сейчас покажу, сколько поймали. Все равно без рыбы не остались, как бы нормально. Потихоньку начинаем двигаться. Ну, ребейка, ребят. Все пойдет. Ну, какой судачок хороший. Такой под килограммчик, наверное, ребят. Щучка тоже кило больше может. Вот такой попался. Более-менее. Вот этого я сейчас, ребят, почищу на уху. Вот такая щучка. Ну и вот, в общем, ребят, мелочушка, сорожка. Это котам. Все, дадим. Вот этого в руку котам. Это, в принципе, на заморозку, ребят. Это на заморозку. Нормальная рыба. Вот самый крупненький, ребят, попался. Нормально. Килограмма тут 3-4 будет. Ну, сорожка тоже, в принципе, неплохая, но котов покормим. Лаврушка вот этой. Ладно, поехали. Уха из судака. В эту экспедицию, ребята, взял 2 ножа новых. Это просто нож. Один Паше подарил, один вот у себя. Абсолютно новые. 2 ножа. Хорошие, ребят, ножи на самом деле. У меня вот такой был. Я его разыграл когда-то. Вот сейчас у меня новенький появился. Хорошие ножны. Такие с телячьей кожи. Независимая подвеска есть. Можно на жесткую вешать, можно на независимую. Ну, если ходишь, там ягоды собираешь, грибы, охотишься, нагинаешься. Очень удобно. Карельская береза. 95Х18. Типа нержавеечка, ребят. Хороший нож за эти деньги. Сейчас в районе 2500 он стоит. Один Пашу подогнал, один вот себе. Абсолютно новый, ребят. Ножи. Вот этот небольшой судачок пойдет на ушицу. На восставление братушки. Немножко подсох, конечно. Ничего, справимся. Ну, в общем, нож, ребят, хороший. Я имею в виду, ну, в плане того, он подходит как бы и под грибы, и под охоту. Нормальная вещь. У меня ножей очень много. Как бы есть сравнение. Я вот люблю от Русбер, допустим, Енисей. Он мне очень нравится, потому что он простой, работящий. Вот здесь такая же рабочая лошадка. Сейчас почищу. И вечером уху сделаем. Паша похлебает картошкой. А так он сейчас там готовит. Братулец у меня тоже что-то салат там. Я говорю, давай, брат, отдыхай. Блин, хреново, когда болеешь на рыбалке. Я понимаю его сейчас, блин. Он сейчас борется просто. Тяжело ему. Кстати, судаки, уху, ребят, сам еще никогда не пробовал судака. Вот этого судачонка мы сейчас и порубаем. Такой камень, как стол, ребята. Классно.
Ну понятно, крошить не нужно, но как стол вообще классненько, конечно. Голову оставим, а жабры уберем. Так уже. Что там смотришь? Давай иди ешь. Давай рубай. Ну, что ты? Давай еще. Давай хавай. Напрямую солнце, так зашторились, то что прям солнце прям сюда. Благо есть вот такие жалюзи. Ну, пока ходил, братулец обед приготовил. Картошку, ребра. Красота. Салатик. Кинишко посмотрим. Отдыхать будем. Отдохнем немножко. Ребятки, добрый вечер. Я диспетчер. В общем, расклад такой. Время у нас 6:30. Потихоньку темнеет уже. Пообедали, да, туда-сюда. Это повалялись еще. Уснул, блин. К вечеру Паше вообще плохо стало. Вроде как температура поднимается.
Короче, тут, ребят, при базе есть 2 магазинчика. Иду в магазин. Воды надо взять. Меда и молока. Сейчас посмотрим. Может, найдем все это дело. Заодно и вам покажу. База базой, а как бы здесь-то и люди живут. Такие дела. А потом схожу на проверку. Погнали. У людей как дачки, я так понимаю. Видите, это уже не база, это уже как дачки. Я вот прохожу, ребят, смотрите, вот такое здание. Это жилое здание. Сейчас вам покажу, как оно выглядит. Да, это вот как дачки. Видите, ребята, такие домики. Это дача у людей в Твери. Прикольно, конечно, выглядит. А вон мусорки стоят, видите? Кто-то выезжал с базы, отдыхающий, и взял в окно, выкинул, блядь, пакет. Это дом, конечно, такой, ребят, ужасный, блядь. Жилой дом. Паша мне его показывал. Смотрите, ребят, видите? Банки с проводами. Это антенна. В общем, что, ну и везде, короче, такое себе можно найти. Вот так, ребят, смотрите, выглядит жилой дом. Видите? Люди живут. Здесь подъезд такой. Оп. А тут кочегарка. Бать, здорово. Это что, кочегарка, да? Этого дома? Да? Ничего себе. Вот дела, бля. Охуеть. Видали? Кочегарка, коптильня, бля. О, бля. Коптильня, нахуй. Такие дела, братва. А вы говорите, Москва, бабки. Люди тоже выживают, бля, как могут. Идем дальше. Все, ребят, нормально. В это время, говорит, магазин не будет работать, потому что пост. Я так понимаю, что женщина не русская, и как бы сейчас у них там свои движухи. В общем, взял две минералки, молока и мед. Мед 600 рублей банка вышла. 1000 рублей там обошлось все дело. Братульца надо лечить, ребят. Иначе никак. Все, погнали до дома. Темнеет уже, на лед попрем. Живца набрал. Потихоньку поползем. Такие дела. Добрался до участка, ребята. Блин, шикарно, так видно, жалится. Но ни одной сработки. Вот именно новых. У нас дежурные стоят там и там. И как раз там в том углу они и стреляют. Но эти тоже надо обновить. Пойду по тому краю, потому что тот край особо стрелял. Эти, возможно, не буду трогать. Вот те все крайние буду замену делать живцов. Потому что завтра эти переезжать будут. Ну, короче, погнали. Сейчас поглядим. Поскольку живца есть, столько и поменяю. Да. Ну, видно, шикарно, ребята. Жалится класс, конечно, блин. Поехали.
да. Жуса менять надо, ребята. Вот сейчас по краю пойду. Посмотрю все остальные. Что да как. Обновимся, короче. А завтра уже переезжать будем. Живец тут помер, короче. Понятно, какие сработки. Ну, сейчас свеженьких. Погнали наших городских. Вот так вот. Все работает. Ничего себе картинка, блин. Смотрю, у нас железцы все попадали, блин. Ветром, блин, поздувало. Ё-моё, блин, а. Да, вон одна, вторая, третья лежит. Эти-то тяжелые, нифига их хрен снесешь, блин. А вот эти дежурные у нас попадали. Угу. Будем делать что. А что-то иду, блин, факта не вижу. Что-то думаю, херень какая-то. Лед, снег растаял. И вот такие дела, блин. Да, менять надо жеса полностью. Главное, вот эту сторону, которая постреляла, ее обязательно надо поменять. А завтра видно будет. Но главное, чтобы братулес выздоровел у меня. Все остальное это мелочи жизни, как говорится. Все, погнали. Дальше. Странная картина, ребят. Валяется, блин, все. Ну, флаг сработанный, хрен знает, что это. Что это такое было. Будем смотреть. Примерзло тут все. О, вымотка полная, ребят. Опа. Есть рыбейка, ребятки. Мелкое что-то такое. Оп. Что-то есть мелкое. Опа. Щучка, скорее всего. Опа. Есть клыкастый. О, хороший, ребята. Ну все, бродяга. Пойдет. Свежая, ребят. Свежая жерлица. Пашка, который переставлял. Тихо, тихо, брат. Ты сейчас меня тут напутаешь, что? Вон какой, брат, красавчик. Хороший сударь, хороший сударь. За кем мы ехали, за кем приехали. Братух, давай рот открой. Спокойненько, ладно? Блин, ребят, жрет. Жрет. Нормально жрет. Прям все уже там. Прям все уже там, блин. Все по красоте, ребята.
Опа. О! Ну какой жирный, блин, а. Давай, братулец, домой поедем. Ну все, четко, заряжаемся. Четенько. Поклевка, ребята. Это вот Паша переставлял вот те 5 желез, которые я стоял. В общем, в правильном направлении мы, ребят. Ну, блин, выманка не полная. Подсбил только и все. Зараза. Блин, в темноте так хреново ориентироваться. Ничего не видать. Чисто вот по этим маячкам двигаешься. Все. Кое-как. Кто-то боданул. И все. Да, наверное, самострел, ребят, скорее всего. Уже вес хороший, бодрый. Раз, два, три, четыре. Все, ребятки, будем заканчивать второй денек наш. День насыщенный такой. Второй, как бы, более-менее такой рыбалский. Поймали сегодня неплохо. Лещика даже половили. Красота, в общем. Только переживаю, то, что братулец у меня заболел, вот и все. А остальное, как вы знаете, такое все. Плюс-минус. Прошелся по жерлицам, все обновил. Судачка принес, копилочку, так скажем. Все, нормально. Дома у нас порядок, ребят. Красота. Койка место раз, койка место два. Наш любимый ютубчик. Посуда вымыта, все на зарядочках стоит. Такие дела. Ну, у нас впереди, ребят, большое путешествие еще. Дальше больше. Будем рыбачить, будем искать, будем передвигаться. Позвонил домой, все дома хорошо, у нас все хорошо. Братулец лечится, пошел в душ. Так что, короче, ребят, все, всем до завтра. Как говорится, будет день, будет и пища. Вот такие дела. Все, брат, давайте, увидимся. Увидимся завтра. У нас еще впереди много дней, так что у нас рыбалка будет, мне кажется. Доброе утро, друзья! Очередной день моего путешествия. 7 утра проснулись, позавтракали. Все стандартно, как в армии.
все хорошо, братулес у меня вообще плохенький, конечно. Ну ничего, крепится духом. Есть какие таблетки, молоко, мед. В общем, потеет, пьет много жидкости. Хреново ему. И мне как-то на душе, знаете, ребят, когда товарищи хреново, и мне самому как-то хреново. Неохота что-то даже как-то снимать, там, показывать, там, что-то. Блин, ну вообще, поездка такая получилась, конечно. Ну, в мою сторону-то понятно, но вот Паша, конечно, блин, прихворал, и это как-то, знаете, ну, не знаю, в общем. У меня тоже настроение такое, когда я смотрю, что ему плохо, и мне как-то не по себе. Вчера я ходил, ребят, вечером, обновил всего живца полностью. В общем, собираемся, Паша, как я скажу, с тобой. Все равно надо как-то подышать, погулять. И обратно вернусь. А я, наверное, останусь на вещах, ребят. Буду сидеть. Замечательное утро, ребята. Замечательная погода нас встретила в Тверской области. Все денечки вот такие. Ни снега, ни дождя. До этого здесь дожди поливали. Небольшой морозик ночью. А днем вообще шикарная погода. Рыбачки, смотрю, уже кто-то на льду местный. Да, братуха? А ты кто такой? О, красавец какой. В общем, собираемся, ребят, и вперед на рыбалку. Вперед на рыбалку. Так. У нас, ребят, Powerbank стоит, смотрите, уже какой день. 87% в холодильнике. Ну, Powerbank мощный. Компрессор работает. Набираем живчика. Живчик прям, ребята, бегает. Мощный. Под компрессором, бля. Под кислородом он прям. Три. Раз, вот тебе 2, вот тебе 3, вот 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ни одного подъема, ни одного загара. Вчерашний вот живец, который я поменял, воронье уже подъедает. Ни одного загара, ребята. Ё-моё, вот дела. Скукота. Скучно. Если еще вчера там что-то стреляло в углу, то сегодня тишина, блин. Сейчас дальше пройду. Станция большая, плохо видно. Есть, ребята, один загарчик. Итог непонятно. Вымотки нету вообще. Это вот как раз где вчера судак попался. Это Паша перемещал сюда жерлиц в этот угол. Ну, это хрень какая-то, ребята. Надо куда-то смещаться нам с Пашей опять. Вот уже, считайте, палатка. Куда уже ушли. Все дальше и дальше. Да, братуха, поход сразу на дне тут, понял. Подожди. Да, ничего там нет, конечно же. Или что, помотала даже, да? Чуть-чуть, да. Ага, есть. Есть ударчик, да. Живой. О, да, клычки. Угу. О, на чем, ребята, надо ездить. На планете херачить или на Юпаке, блин. А что, ништяк, ништяк. Да, поклевка, значит, была. Братух, может сюда стянем, а? Вот эти возле палатки, там. Да Блин. надо что-то делать, только куда тянуть, я не знаю.
Ну да, вообще считай, да? Если вчера что-то тут стреляло в углу, то сегодня вообще. Я понимаю, что я хотел по кнопкам посмотреть. Ага. Их нету. Их нету, да, от слова совсем. В общем, ребята, а чё? Братулес пошел домой, на базу, поедет в аптеку как-нибудь. Надо антибиотик брать, походу. А я, ребятки, снимаю вот эти все жерлицы и тащу их туда. Что-то надо делать, по-другому никак. Иначе проиграем войну эту. Благо, все это хорошо снимается, быстренько. Живца поставлю нового. Хоть он еще и живой, но поставим нового. Вот так вот, братцы. Вот так и поедем потихоньку, помаленьку. И все сниму. Весь ряд, вот тут ряд оставим, а остальное все нахрен буду переставлять. Ездил в Чувашскую республику. Всем, кстати, привет оттуда. У меня там крутые пацаны живут. С Дамиром мы гоняли по фидеру и рыбачили на Волге. И я очень сильно удивился, когда за ночь у меня садок просто лежал на земле, а через 3 часа его топило прям по самую рогатку. И когда этот процесс происходил, рыба вообще не клювала, это был сброс воды, ребята. Здесь, в принципе, Волга во многих регионах так и живет. Сбрасывают воду, а рыба, естественно, замирает или наоборот начинает клювать. Закрывают, а рыба клюет или наоборот не клюет, в общем. Ну, кто знает, тот знает. И здесь уже 3-й день, ребята, хрустит сильно лед. Он прям... Поговорили с местными, это, оказывается, идет сброс воды. Вода уходит, соответственно, лед начинает садиться и вот такой треск. Возможно, что-то с этим связано. Хотя это только догадки. Ну, ничего не остается, как двигаться, работать, искать. Не знаю, ребят, кто сталкивается с этим, напишите, будет очень интересно. Но я и говорю, стояли, и просто я просыпаюсь, утром встаю, а у меня садок лежит, мать его, на берегу, и рыба почти там вся испортилась. Вот эти нюансы надо учитывать и понимать, когда приезжаешь в такие вот места.
Все, братва. Все снял, нахрен. Все. Паша говорит, десятку, говорит, эту сними, говорит, ну, продвинь, что-нибудь такое. Я, ребята, все нахрен снял. Все 20 просто. На свежего живца я умотал, ребята, в русло, короче. То получается у нас в 2 раза больше дорога получается. Сейчас около километра от домика. Ну вот смотрю, вот все балансирят как раз именно на русле. Так что такие дела. Свежий живец, ребята, все четко. Ну, еще, ребят, сработочка, оказывается. Сработка бахнула. Посмотрим, может щукарец попался. Самострел-то не должен быть, по идее. Хотя живец там один такой и лес здоровый. Я думаю, может он сдернул. Пойдем посмотрим, что. Помотало даже. Не. Самострел, ребят. Все-таки и на этих жалицах самострел тоже может быть. Да, здоровый живец. Раз, два, три, четыре. Вот просто флажочек надо, ребят, немножко подвинуть внутрь. И тогда упор мощнее. И все, и нормально. Сразу надо было сделать. А я думал, щукарь бахнул утречний. Все. Пойдем леща попробуем порыбалить. Народу, ребята, подтягивается и подтягивается только. Ну, дело к выходным, сегодня пятница. Понятное дело. В общем, сегодня у нас пока ни одной рыбехи. Вчера, в принципе, хорошо. 3 судачка, 2 щучки, подлещички. Вчера, в принципе, нормально. Поймали рыб. Вот так каждый день, если то, мне кажется, вообще шикарно отловимся. Но вот сегодня нифига. Щучка не гуляла. Судачок не гулял. Ну, посмотрим, что новое место даст. Перестановка. Что покажет. Ух, пить хочу, ребята. Палатки, термос есть, попьем. Да, далековато, конечно. В палатке даже загаров не увидишь. О, ребят, все, я в палатке. Я в палаточке. Спотел, блин, весь. Весь спотел. Так, сказал бедняк. Покормим, ребятки, сразу. Сразу мы покормим и посидим. Так, здесь насадочный. Забирал его. Палатка тут раз замерзла. Ночью оставляли. А здесь кормовой. Вот так вот. Так, это у нас остатки. И 2 пачки мы еще взяли. Блин, вот это я там маханул, так маханул в расстояние. Поехали.
По красоте. По красоте. Так. Увлажненочка хорошая. Сейчас закормим, посидим. Народ подтягивается. Опа. Как я давно на мотыля не рыбачил. Пойдет? Пойдет. Ну, ребята, есть, блин. Да ну нахрен. Вот какой хороший. Стоит, ребята, Леха. Стоит. Красота, блин. Только закину, еще четвертую не успел поставить. Раскладываю. Леха на точке, ребята. Блин, заел нормально. Вот такой, грамм 500. Блин, ребята, руки затряслись, ё-моё. А мужики обурили палатку. Да ёк-макарёк. Хрена заел. Есть, ребята. Вася, 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 Вася. Четвертую не поставил еще, ребята, уже щелкает. Вот дела, блин. Полотенца же хотели принести с Пашкой сюда. Слизнявки такие. А мы дали что делать? Ну, кто еще ловил, тот в курсе. Блин, думал, закормился, сейчас нашумел, думаю, блин, подождать надо какое-то время. О, тут уже как тут. Ну, пойдет, ребят. Пойдет, пойдет. Поехали. Уху-ху-ху-ху. По красоте. По красоте нафиг. Фух. Ну все, ребят, закинулся. Блин, пока заставлялся, две поклевки было. На эту удочку, на эту раз. И на третий раз я его взял. Нормально. Класс. Что, посидим? Поглядим. Посмотрим. Может, подлещика половим. Есть, ребятки. Выложил. Сюда ходи. Сюда ходи. Выложил. На мормышку, ребят, смотрите, со дна бахнул. Со дна. Пойдет. Пойдет централ. Выложил. Смотрю, поплавочек, нырк. Блин, надо полотенце, ё-моё. Слизнявые. Блин, на эту, ребята, подошел. Далеко бегаю, неудобно. Хороший загиб был. Блин, не успел, потому что насаживал.
Вот уже поклевки видно, лещины. То, что вчера там что-то тырк. Вот тут хап-хап сразу видно. Блин, прозевал. Пашка был. Вдвоем-то нормально. Тут слишком далеко бегаешь по раскладушке. Не успел, ребят. Ну, лещ есть. Есть на точке. Есть на точке лещ, ребята. Вот. Покормили хорошо. Пожалуйста. Плящик, эта техника подъехала, блин, ну ё-моё, а. Сейчас уйдет лещ, ребят. Бля, возле палатки надо проехать же, блядь. Что за люди, а? Ну, сюда подъехал. Бля, если мужики рыбачат, если я вижу, что я технику оставляю и пешком подхожу. Бур беру и погнал. Блять. Нормально, нет, типа. Да. Он просто проехал, ребят. Понимаете? Просто проехал туда дальше. Увидят, тут палатки стоят. Тут 4-5 палаток стоит. Блять, проедь ты там боком. Не пешком же идешь. Люди сидят, кормят, блин. Рыбачат, блин. Я вообще в шоке. С народом творится, блин. Никакого уважения, блин, друг к другу. Да, он тупо проехал. Блин, Лещ очень боится, конечно, таких вещей. Вон это те с базы, которые технику я показывал. Хаски. Вон проехали, блядь, здесь. Я в шоке. Пока есть возможность поменять наживку. Все свежее поставлю. Сейчас за пучка вяжусь. Мормышка крупная. Опа. Да, блин. Вот надо же, взял, проехал, блин. Люди ждут, тут рыбачат, блин. Кормят. Ладно бы сюда приехал, там другое дело. Так мимо проехал. Да проедь ты, блин, боком. Ё-моё. Ты же лещ, блин. Красота, да? Сам бы ел такой пучок. Кто-то поддевает, задевает. Ну тоже не то пальто, мелочь какая-то. Тырк. Есть, ребята. Выложил, успел я. Не большенький. Вот они, наверное, тут хулиганят. Вон там, блин, гнет, ребята. Блин, тут, ребята. На дно потащил. Подошли опять стайка. Стайка подошла, походу. И там гнем. Пашка, где, братан? Давай на помощь. Клев. Клев тут у нас бешеный. Палатки. С одного мормышку хапнул. Блин. Сразу, блин, 3 поклевки. Ё-моё. Есть, ребята. Еще один. Какой-то раненый, битый. Кто-то его хавал. Опять на мормышку, смотрите, ребят, со дна.
Со дна мормышку корм пылесосит. Со дна хапает. Поднабавим тут свеженького. Сегодня даже пучковяз не боится. Вчера потому что пучки насаживал, мелочь как-то тыркал. Потом поменьше начал насаживать. Сейчас он на пучковяз берет. На пучки. Нормально. Так, пойдет еще. Иди сюда. Блин, мормышка вся работает. Ё-моё. Мормышка работает. Как ни крути. Крючок не берет. Сегодня работает мормыха. Пашка пришел. Привез покушать. Водички взял. Сейчас мы у Толи с палатки удочку возьмем другую. Я поставлю себе. На мормышку, короче, выпит. Братуха только пришел и погнал. Братан, нет, это на та зацепил. Хороший Что? такой. О, братух, это вообще хороший. Ты так этот, слышь, без фанатизма. Да? Бери лунки, оторвет, братан. 14-я леска. Понял. А там не клюет такого. Так, слушай. Как покормишь, так половишь, братух. Давай. Только он слизнял и видит. Ты достал, да, так, сюда? Ага. Нормальный пойдет такой. Вот он лещик клюет, да? Если он клюет, понял. Да. Я и говорю, это то, что у нас не то было, бля. Толя говорит, но... Фу, сейчас бы там себя приду. С дороги, да? Да. Ну, уже хапнул одного. Ага. Вот что, еще полотенца, братан, нету? Да вот он уж принес. А, да? Вообще красавчик. Уже сосиску игрею там. Все. Сейчас еще дадим одну. Блин, надо было пока не кормить, пока ловится. Опять шуглем сейчас. Думаешь? Братуля, смотрите, делает вещи. Хворь выгоняем. Опа. Вот это сегодня пойдет повеселее. Что, опять мормышка, да, братан? Да. Ну, вот говорю, смотри, все мормышка сегодня работает. Все со дна хапает, блин. Уже 7 штук поймали, блин. Есть движуха. Угу. Так, сюда, мне кажется, насадить надо. Сейчас я тебе сделаю Что-то как-то. пучочек. Да, тут уже все. Ну вот, видите, ребята, ночь, всю ночь надо сидеть, кормить. Ну вон, ребята, день. И нормально клюет. Красота, в палатке тепло, светло. Самогончик наливается, блин. Да. Вообще по кайфу, блин. Ну, так что клюет он и днем, и причем хорошо. Даже ночью сидеть даже не нужно. Нормально. До 2 сегодня опять будем балдеть сидеть. Вон, мамушка, братуха. Ого. Ничего себе. Лапы. Пойдет, да, брату? Вот мормышка, смотри, Да. заработала. Блин, вот его обновяли было. Дело было бы. Дело было по красоте. Пушка, ребята, просто пушка.
Тоже давно хотел так порыбачить леща на удочку. Понять, что такое. Блин, бомба, просто бомба. Че, братулец, хороший? Блять, сошел. Ах, Хороший был. да? Нормально, раз. Хорошо. Давай, братулец, с тобой здоровья, Да, давай. чтоб не болел. Стараемся. Сосисочки принес. Ох, по красоте. Хлебушек. Братух, Я? укладывай, выложил уже. Тяни, 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 выложил он. Раздевал. Ну, ты наш. Братуха тягает. Аккуратно возьму. А, небольшой. Красава. О, уже поднакидали-то, ребят. Хороший? Пойдем, братуха. Есть контакт, ребятки. Щеманул ты его наконец-то. Угу. Ой, ходят они тут. На мормышку, да, сегодня получше. Да что такое, а? Никак не работали, наверное. Нос упали. Мелкие вот эти, понял. Они клюют, блин. Циркуют. Вот что такое, братан, когда его подсекут. Так хорошо он наловил. Чё ты он-то удочка? Запутала. А? Запутал вот это. Запутался. Запутал засранец. Все запутал. Даже здорово попадется, он тут все соберет. Да. Хорошо сек его. Глубоко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. 12 штучек. Нормально. Подняли. Поклевывают, закормились. Хорошо. Немножко так размялся у нас работочка. Ну и заодно покажу Паше, как поставил. Как выставил я в русло. Да, работочка есть. Скорее всего, щучка, ребят. Что-то есть. Килограммчик, может больше даже. Килограммчик, конечно. Плюс-минус. Щукарек, да? Что-то похоже вообще на судачка. Не сопротивляется. А вообще сопротивляется. Что это такое? А. Оказалось, Щукарек. оказалось прям хорошее. Такая, да? Больше килограмма. Ну вот, прогулялись. Щучку поймали. Нормал. Нормал, ребята. Блин, сегодня прикольно по лещу. Прям здорово. Только мормышка работает. Вот. Сейчас съезжу на вторую тоже мормышку. Сейчас у мужиков возьмем. Паши мормышек нету, он не рыбачит так. Это мы тот раз связали, прошлый выезд. Сидели, пробовали зимой. Так. Ну а сейчас прям, да, раздачки прям можно ловить. По красоте. Вот, ребят, нашли мормышечку, завязались. Сейчас попрет дело. Вот сейчас смотри, братан, заметь, будет толк. Давай, давай. Стояла вот она без дела.
И на дно ее ложить. Все. Погнали. Ну, сначала надо, братуха... Че, есть, да? Выкладывать? 2 раза выложил. Сначала надо бахнуть, чтобы мазь пошла. Без этого никуда. О! Меня что ли зацепил? Что поймал? Хорошую тащу. Да? Ну такой. О, хороший, братан. Красавчик. Леща поймал. Вот, ты, да? Такой. Хороший у тебя идет, что ли? Да, неплохой. Пойдет, да, братух? Да. Красавчик. Приподнял как, а? Только поиграл. Я вот заметил, они наши лещи приподнимают. Да, жмык. Ох, Соня. Лещей нажарим, блин. Я тут не помню, как мы останемся еще где. Ну, соленый точно. Копченый точно. Вот я делал, братуха, снял консерву. Вот Да. эта тема, блин. А 100% будет вкусно. Да. Томат еще добавляли. Вообще. Не чувствуешь, Вообще. да, Вообще. переливается. Вот это да, то, что вот с него можно делать. А так жареный, костлявый, уха, невкусно. Вот вялить, коптить. Пиво, да, можно еще. Такого. А так вот консервы, говорю, блин. Автоклав, конечно, тема нужна. Ух ты, здесь уже что-то боданул, смотри-ка. На новую, на новенькую мормышечку. Угу. Новый, братан, лещ. Братан, лещ. Да? Да, лещ. Братуха, лещ. Хороший. Да. Хрена себе. Ты что, охренел? Я говорю, лещ, братан. Обалдеть, только мы проговорились там. Еле запер, понял. 130-ю, братуха. Вон, новенькая сработала. Охренеть. А? Килограммчик, братух. О, смотри. Только мы с тобой Смотри, только- серит, братан, прикормка. Видишь нашей? Черная прикормка. Только пол. мы с тобой поговорили. Ну, слушай, килограмм уже. Лещ. Класс. Нормально. Блин, приятно, конечно, на 0,14, братва, ловить-то лесочку. Я прям цоп сразу и смотрю, ага, уже наш, Слушай, достался легко вроде. наш пациент. А я уже тут посматривал, понял, брату, багор-то тут у меня, слева. Думал, брать, не брать. Маша пошел туда, вроде как сработка. А я сижу тут леща, бездю, смотрю. Ну что-то все, ребят, прекратилось, как вот по правам, как Толя там говорил, до 2 часов поклевывает с 10. Потом как будто так, и вечером начинает. Ну, как будто прекратилось. Вот этим лещом, наверное, закончили. Ничего себе, бля. Флаг валяется, понял? Полная вымотка. Двушка, да, братан? Ага. Пальцы порезал. Нормальная душечка, блин. Ну да, сидела там, я не знаю сколько, флаг валялся. Ну, не зря вчера, значит, насадились-то. Да. Колки. Подтаивают, ребята. Падают потом. Перекручивать надо. Постоянно смотреть. А то, блин, унесет нахрен палатку. Порывы вон начинаются. Ветра. Опа. Готово. Поднял, ребят, смотрите. Двушка, да. Железная. Хорошая кабинка. Ну, там не зря мы поставили. Иду, где флаг валяется, а он срабатывает и падает. Лед подтаивает, который закладываешь.
О, насколько тут палаток, ребят. Вот еще одна палатка добавилась. Мужики только приезжают. Да, нормально сегодня, ребятки. Полещу-то. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ай, калачик, ребят, мой. Килограмм 15. О, сегодня опять рыба, ребята. Судака еще остается вечером поймать. И будет бомба. Отстреляли сегодня тоже нормально. Еще один, ребят. Блин, походу лещ. Опять, ребята, лещ. Еще один на Пашкину достал. Бля, бог. Запутал все. Ту собрал. Блин, зараза. Такой нормальный. Пойдет. Собрался тут мне. Уже не ожидал поклевку. Уже что-то прекратился клев. И тут смотрю. Опять на мормушку, ребят, видали? На мормуху, короче, херачит. Так, ну вроде все. Распутал. Ништяк. Блин, ребята, ну круто сегодня оторвались, блин, вообще шикарно. Я еще запоздал с этими перебурками. И вот видите, как только начал садиться, у меня сразу же начали поклевки быть. Потому что точка закормлена уже хорошо. Соответственно, если бы немножко пораньше сел, то возможно бы еще столько же поймали. 16 штучек, ребят. Один вот хороший. 3 из них там более-менее. Ну, а в основном там такая ляпка, так скажем. Лаврушка. Пивная тема. Блин, ну круто сегодня. Мне очень понравилось, конечно. Я по лещу ни разу не рыбачил. Вот так именно. Сейчас попробовал. Блин, круто. Вот жалко, у нас не ловится вот так. Можно обалдеть. Потому что это не плотва. Это уже все-таки хорошая рыба. 500-600 грамм. На тоненькую леску это очень приятно, ребят. 2 щучки у нас сегодня. В принципе, нормально. Сделал хорошую работу. Перебурил все жерлицы. Переставили. Возможно, вечером судачок. Ну, судари только вечером, ночью, ребята. Днем они здесь не берут. Вот. Так что, отлично. Потихоньку, помаленьку. Не густо, но и не пусто. Карабкаем, царапаем. Красота, блин. Только вот братулец болеет, а так, блин, настроение, конечно, кайф. Солнце, тепло, ребят, вообще просто кайф. Весна. Чего вам дать? Нету у нас сегодня рыбки для вас. В пакет уже убрали. Сейчас щуку буду разделывать, дам. А где рыжий? Где мой братишка? Рыжий! Кс-кс-кс. Где мой рыжий брат? Убрались, ребят. До базы. Смотрите, лайфхак, ребят. Щуку пока нес. О, щука чистая с одной стороны. Вот так чистить надо. Прокатился и все. Так, чтобы Саня не пачкать. О, смотри, какой бродяга пришел, ребят. Еще какой пушистый. Тут коты мои матерые, сейчас щуку подтащат, блин. В общем, я хочу разделать. Она икряная вроде. Сделаем икру. Покажу Пашке, как икру делается. Щуки.
Ой, братва, какая красота. Ветерок, конечно, раздуло что-то. Ну, блин, жара 9 градусов вообще. Я, как обычно, ребят, на спорте. Чё, хочу, ребят, потрошнуть, потому что вот здесь по-любому икорка. Ну, вот это сейчас посмотрим. А уже наш любимый камешек, так скажем. Паша, кстати, сказал, говорит, Андрюха, вот тут на камне, говорит, рыбу постоянно чищу. Почему бы и нет. Сейчас посмотрим икорку. Засолю. Паша попробует. Чуть-чуть икру, говорит, не ел никогда. О, рыбачки сидят. Леща налупят, ребята. Лещ клюет, блин, хорошо. Сегодня прям понравилось, блин, круто. Никогда так не ловил леща. Бам-бам-бам. Завтра посидим, послезавтра посидим, короче. Сегодня майка получилась нормальная, ребят. Килограмм, наверное, не знаю, 6-7 леща. Подлещик такие грамм 500. Один там килограмм, один там грамм 600-700, наверное, два, наверное, таких. Ну, такие гусерки 300-400 грамм там. Женщины гуляют. Рыбаки рыбачат, а вторые половинки отдыхают в домике. Красота, в общем. Ладно, погнали. Так, чешуить я не буду, ребята. Взял контейнер под икорку. Это под рыбку. Так. Ну что, посмотрим. Самец, да? Самец, походу, попался. А нет, есть, ребят. Есть. Есть, хорошо. Вот они, ребята, видели? Вот они. Патрончики-то. Кишочки нам не нужны. Вот они, ребята, видели? Вот так аккуратно убираем. Раз. Два. Два штучки есть. Угу. Одна сторона, ребят, полностью прочешуилась, пока нес. Вот здесь должно быть более-менее. Кстати, пока весело, коты хвост отгрузили, откусили, ребят. Паша тут даже поводок оставил, заглотила. Есть, ребята. Есть, ребятки. Вот он, крючок. Видите, прям в желудке. Пашке надо дать трофей. Видите, он уже в желудке, ребята, был. Крючок. Блин, ветруган, конечно. О. Смотрите, даже переварила уже. А нет, это старый лещ, ребята, был. Видите, хвост какой-то. Это не живец наш. Это на лещах хапанула. И корочка. Вот эти мешочки. Раз. Все, братва. Ну, как-то так. Немножко, конечно, но засолю. Сейчас сделаю. Так, ладно. Этих щукарей замораживаем. Домой. На поесть. На котлеты. Вот так вот. Ну, вот что у нас получилось. Сейчас в дальнейшем покажу, как что дальше делать. Пашке надо дать. Идем дальше, ребята. Сейчас нам надо как следует промыть холодной водой от крови, от
всего вот этого. В принципе, достаточно. Стоять. Попробовал, ребята, я так, но смотрю, из такие крепко держат икру. Видите, вот не получается. В общем, есть другой способ. Я просто думал, то, что уже как бы, ну, бывает так, когда уже на подходе она отходит. Нам надо чуть-чуть горячую воду. Прям горячую, ну не такую прям горячую. Такую, умеренно. Вот, сейчас палец как раз не держит. Так, добавим сахара. Немного. И посолим. Есть перец, поперчим. Так, это не то у нас. Вот так вот. И сейчас мы добавим сюда ее. Вот так вот. И все. Сейчас погоним дальше. А то бы же делали рассол, надо было сразу так сделать. Сейчас стыки начнут отходить. Потом тупо просто через марлю. О, видите, пошел процесс, ребят. Лишь в рассоле сейчас мы ее протягиваем. Я думал, пойдет сразу. Нет, не получилось. Надо было сразу так делать. Сейчас и стыки начнут отходить сами. Потому что, блин, смотрю, здесь он держится, видите. Вот все, ребят, готово у нас. Видите, вся икорка у нас на дне. Она уже просолилась. Перчика не хватает. И сейчас это надо как-то через марлю, через сито какое-то перелить. И добавляем в баночку немножко растительного масла, и вот и все. Только я тут у нас ничего не могу найти. У нас на нашей базе, так скажем. Есть, в принципе, все, но... Есть, ребята, чайник заварной. Вот, наверное, мы вот это и используем. О, нашел, четко. Погнали. Пускай немножко стекает. Да, братан, немножко икрорки было, да. Сейчас баночку сделаю тебе. Покушаешь. Так, и баночку какую-то надо. Куда нам положить? Какую-то баночку. О, перец нашел. Вот, блин, зараза, как раз он нужен был. Маленькая тоже, братух, была? Да. Вот так вот. Чуть-чуть немножко тоже постоит. Меньше воды, чтобы было. Пока помоем. В общем, вот так икра делается, ребята. Очень вкусно. На бутерброды. Щучья икра. Прям пушка. Да, видите, немножко не готов был, конечно, к этому всему. Ну, так, Пашка просто говорит, блин, Андрюх, есть варианты? Я говорю, конечно, есть. Вот, ребятки, смотрите. И вот туда. Вот у нас баночка получилась. Чайничек как раз подмок. Немножко перчим сейчас. Вот так вот раз. И маслица, ребят. Братух. Вон баночка как раз и получилась. Угу. Сейчас маслицом сделаем. Она уже просолилась, понял, братух? Чуть-чуть ее маслицом. Все. Сейчас перемешаю. В принципе,
холодильник, ребята, и все, завтра она прям вышка. Все будет готово. Баночка щучьей икры. Все, вот, братан, смотри, видишь, она одна к одной. Все, завтра постоит, все. Вроде пенки, эти, все убрал, так что все четко. Закрываем ее. Вот такая банка, ребят. Щучьей икры, ну нормально, на пару завтраков, на 2-3 завтрака готово будет. Сейчас в холодильничек и пускай настаивается. О, ребята, допер. Блин, офигеть, что творится. Вода, ребят. Все растаяло. Фух, надо палатку проверить. Капитально все. Ну что тут, мать, как тут? Ох, нифига себе. Аж пена, ребят.
О, что попадало, это ветром походу трясло все. Сейчас я подправлю. Все отключу. Вкусняшку принес. Ну все, ребятки, провозкался опять до полночи, блин, офигеть. О! Время уже 12 час, я только домой иду. Вон туда, ребята, надо топать. Промотался, короче, поменял состав, что было туда-сюда. Ночью мы не спим, короче, ребят, работаем. Жерлицы попадали туда-сюда, блин. Ну, в общем, поработал немножко. На благо, на благо. Все, топаю, короче, ребят, домой. Уже 12 час. Офигеть, блин. Вот задержался сегодня. Ой. Ой. Аккуратно, братик, аккуратно. Добрейшего утречка, друзья. 4-й день моего путешествия. Как я нахожусь в Тверской области в гостях у Паши, так скажем, по приглашению Паши на последний лед. Шикарное утро, ребята. Очередное шикарное утро. Опять солнечное, теплое весеннее утро. Погода прям стоит крутая. Вчера вечером, друзья, я ходил в одного, опять же, все жерлицы перетрес. Сработок не было и были порывы ветра, и жерлицы попадало. Именно вот те, которые, ребята, у Паши старые. А вот эти новые, толстые, площадка, вот они как раз, ребята, актуальны, кстати. По первому и по последнему льду, когда нечем засыпать, площадка стоит, получается, тупо на льду, и порывы ветра сносят жерлицу. А вот именно вот эти новые, блин, они классно держатся вообще. Вот это прям актуально. Прям вот мощный плюс. Площадка большая, тяжелая, и жерлица стоит прям уверенно. Шикарно, шикарно. Это вот такой плюс, ребята, на самом деле немаловажный, потому что, ну что, это пластмассовая жерлица, ее сдувает прям живцом, и флаг срабатывает, ее тащит, короче. А на водоемах, кто вот рыбачит на больших, я имею в виду на каких-то там водохранилищах, ветер постоянно. И это прям очень актуально.
Да, можете сказать, что там пробурил вот этой шугой засыпать, но, ребят, при таком солнце все просто тает, и лунка просто голая. Она становится просто голая. Время 8 утра, рыбачки уже на льду. Мы с Пашей тоже уже позавтракали. Протулец меня плохо чувствует, никак его хвори-то не отпускает. Борется бедолага, весь сырой, потеет, ну ничего. Вроде температуры нету, самое главное. Так, антибиотики пьет, мед, чай, больше воды. Вчера ему уху приготовил, вкуснятину покушал, вроде нормально. Да, мне самому неприятно, конечно. Не снимаю в доме, там, как мы живем, туда-сюда, потому что, ну, Паша плохо себя чувствует, и как бы неохота мне снимать. Снимаю больше рыбалку. В общем, собираемся, идем на лед, посмотрим, будут у нас загары или нет. Вчера я все передвинул вообще полностью. У меня аж ноги болят, блин. Находился вчера так нормально. Не знаю. Вчера сработок не было. Днем пару щук мы поймали, а на ночных судаков нету. Соответственно, хорошо клюет лещ. Будем пираться по лещу. Какие дела? Доброе утро! Доброе. Ваш зверь! Не наш, ребят. Дождались. Вот в таком состоянии, видите, валяются. Это вчера, братан, ручьи такие шли сюда. Вот чем плохи эти жерлицы, они падают. Вот те новые. Тут вымотка полная, да? Ну почему-то да. Может, рыба? Ах ты рыба. Ну, браток, смотри-ка. Не, давай ты. Да вот сюда вот вода шла. Вечером, когда я пришел, они прям ручьи сюда залетали. Да. Пена, видишь, грязь. Что, есть что? А подожди, браток, посмотри. Дождевец вымотал. Да. Не, рыба, братан, была. Ага. Я вчера менял здесь, да. Неплохо, причем покоцал. Смотри, хорошо покоцал. Хорошо покоцал. Что с ними делать? Тоже валялся, тоже полная вымотка, ребят. Надо им чем-то придавливать. Полежки какие-то взять, что ли, с базы. Потому что, блин, флаг встает, и его ветром херачит и сносит. Тут тоже пожевал. Судачки повыходили, блин. Сегодня ночью, походу. Лунки еще подмерзли, а пищню брать с собой. В общем, сегодня есть работа. Там 3 штучки у нас горит. И здесь получается 2 валялись. 3 вроде я вижу. Нет, 3 есть. Раз, два, и он справа. Видишь, еще есть. Справа есть. Видишь, вот раз, два. Ну, вон туда, смотри, справа. Правее, туда. А, да. Ага. Видите, ребята, стоит как копана. И лунка внутри, братух, не замерзшая. Угу. Сики. А нечего сечь, да? Есть. Есть? Угу. Ни хрена где живет. Есть он, братан. Мелкий падала. Да, хорошего нету. Ну был Ну, в выход. зачете, да? Ну братух? был выход сегодня. Посмотри, Это да. какая сорога. Понял. Угу. Клыкастые, ребятки. Вот мы его ждем, блин. Сегодня выход был, да. Походил. Видишь, что-то как-то, блин, наплыло. Вот он, ребятки. Судачишка, грамм 700 такой.
Грамм 700, судачишка. Вот так жалятся, да. Блин, стоят как копанные, похрену им. По большому счету, сегодня вечером надо новый поделать здесь. Тут зачем новый, братан? Я вчера здесь новый сделал, посмотри. По красоте все. О, Понял, тебя понял, полная да? вымотка. Давай, брат. Работаем. Ну чё? Вообще где-то здесь, что ли? Холостая, братуха. Эх, пойди, Смотри, как, блин, а? пожевал, блядь. Ужасно, ужасно пожевал. Вообще чешуи нет, смотри, вообще. А, смотри. Ну это радует. Это меня радует, очень сильно радует. Еще загарчик один, да, есть. Тара-тара-тара-та. Ну это нормально, ребят. Выходил покушать, ребят. Не крупный. Уже как чувствую. Есть, да? Да, на килограммчик точно. Вот так. Смотри, как ручьи были вчера. Нет, небольшой. Небольшой. Сударь. Он самый. Ну, сударь. Блин, тоже, смотри, хорошая сорога была. Ага. Блин, мелкий. Да. Мелкий. Не, ну хороший, едовой, но тут есть крупней. Вот такой, ребятки. Пучеглазик, смотрите, с глубины где-то трется. Ништяк, ништяк. Ну, 2 штучки взяли. Сегодня уже срывы с утра. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, друзья, ну что, пришли в палатку. Блин, такая грязь тут, блин. Такая грязь здесь. Что, кормиться, ребят? В первую очередь за корм. Как обычно. В первую очередь за корм. Опа. Только отпустил Паша. Ага. Засаживаем все, вон, пошла жара, короче. Лещ стоит на точке. Нормально. Тут везде звонят и везде, и пишут, блин. Клев пошел, блин. Есть. И это не может не радовать. Жара прет, ребята, жара прет. Подписчики приехали. Сейчас пойду знакомить вас, ребят. Мужики приехали. По наводке, да, братуха? Да, собери. Свели по наводочке, ребят, заехали. Прикольно вообще, приятно на самом деле. Блин, насадиться не дает, ё-моё. Опять жара прет. Жара, жара. Давай, ты их засними тоже. Им приятно будет. Так, они сейчас поставятся, мужики. Пойдем посмотрим, на чем ездят, на чем ходят, Ну да. чем дышат, как говорится. Братан, я одного парыша садил, попробовал. Чисто опарика, да? Чисто вообще. Давай, пробуй. Я просто хочу себе от тебя сегодня рекорд побить. Обловить, да? Да. Давай, братан. Делай вещи, как говорится. Только вот сразу, братан, закрывай
Видишь, что уже получилось. Фарш? Угу. Пошла лазня. Лечь в этом. О, рушечка. Вчера он такого достал вообще. Когда снедок, люби холодок, да, братуха? Да. Угу. Выложил. Ну, я говорю, вот, когда выкладывать, точно. И нормально, более-менее. А вот эти тычки непонятные. И подсечники стечешь. Ничего себе ты тут разложил. Решили посмотреть. Я сказал такую же, апартаменты. она не пришла, блядь. Это я беру, когда с женой езжу. Пентагон. Что это? Пентагон, да, Андрей, у тебя? Как называется? Пентагон. Не знаю даже. Ну, 2 куба, да, срочные, да? Да. И перегородка, да, еще есть? Да, вон она, видишь. Ага, То есть ее расстегиваешь. я понял. Ну я эту продал. Это берег, да? Не. Берег больно дорогой, это что-то подешевле. Алтай. Что-то такое. Я видел такой тоже. Ну слушай, вообще ништяк. А, это, наверное, это же этот, Хьюгаши, наверное, нет? Андрюх, Назвать он Хьюгаши, наверное. меняет, как ее. Ну, коробка ее не надо. Смотри, Хьюгаши. я этот. Не, Сергей в Москву ездил, ну, покупал, привозил, Ага. я даже не знаю. Он сейчас на рынке. Все глядя на тебя. Палатки эти, печки. Скорее всего, Хьюгаши, если... Названия, да, нет никакого? Ну, Даже на палатке рекламы, я понял. ну, она чем хорошо, видишь, у нее эта стенка вот Поднимает. эта подъемная. Ну, Ну, она для леточек. Ну, она у меня шикарно, шикарно. Такая же, только летняя. Вот такая кука 2 на 3. Да. Мы только про них поговорили. Они прям с ящиком. И мне, знаешь, что вот нравится у них? Что это, ну, вот эту штуку сюда поделать. Что вот она, ну, вот она. Знаешь, это в собранном состоянии. Вот флажок разбирается в 2 секунды. Хоп, хоп. Но мы только прям про них поговорили. Флажок вставил. Здесь что еще это, чтобы не это, ну, сам регулируешь себе это. Отражает. Да. Потом можно зайти на сайт. Я знаешь, что сделал? Зашел на сайт, купил 3 мотовильца отдельно, по 120 рублей они. Сразу намотал, то есть на рыбалке порвал, чтобы тебе не перевязывать. Открутил, новую повесил, а тут дома спокойно переделаешь. То есть вот, ну, что вот, я говорю, что она вот, хоп, и она, но флажки тоже подгибай, потому что все равно выскакивают. Братан, ты теперь жирный. Ну, плюс это полноценный ящик сразу. Ну, можешь и рыбачить на нем. И здесь, знаешь, что вот на моих я еще брал, не было вот такой фигни. А у тебя тоже брал, да, рыбачить? Да. У меня вот эти верхушек нету, а здесь сразу видишь, те же, знаешь, ну там что-то, те же тройники можешь положить. Те же, знаешь, что эти, ну, там, вытаскивать эти тройники, что угодно. Запаска, да. Да, всего наложил, все, вот, и оно у тебя все лежит. Вот, зевник, да, вот это все. Я еще знаю, многих ящики открываешь как вот так. Да, а у этого, да, и он, вот у меня вот мой кувыркается, а здесь вот, а этот, да, сделано уже по уму. Да, причем это оригинал, я так понял, да? Да, Потому что мне приходили левые вообще не такие были. а что вот, Алло. блин, это, тебе коробку или не надо коробку? Так тебе может пригодиться там под мусор. Ну, понятно, да. Так что вот. Идем дальше. Гостей много сегодня у нас, да? О, Серега, ну ты серьезно тут, я вообще. Молодцы. За встречу тогда.
ребята. Значит, как мы? Так, Идет 4Т, да? ну да. Но у нас выезд, как сказать, однодневный, поэтому как-то у меня то же самое все. Ну, как и у него. только понятно. У нас тут две одинаковые. Новый, да, Серега? Товарищ. Да, в декабре брал. Вот это вот, который ты мне советовал, да? Ну Стасик, вот, изначально? да. Такого. Вообще техника хорошая. Ну, что, нравится, Серега? Знаешь, этот снегоход понадался, этот его вытащить можно потом. Да. Поднял, потом поднял. Так, Пока. раз уж мы дошли, вот так, Павел, это тебе Да ладно. для бани, а это тебе после бани. Пайзам старший Кашин Тверской. Спасибо, Серега. Тверской бань, ставь. Спасибо огромное. Спасибо. Так, это тебе Тверской сувенир твоей дочки. Смотри, сейчас. Это тебе в баню повесишь свою. Все, понял. Держи. Это твоей дочке наклейки. Я так знаю, что она любит Да, наклейки. любит. Всякие разные. Понял. Так, это также бальзам Кашин после бани. Ага. Это для него. Все, я понял. Ну, а это Приходишь ты. для нее. Поймешь, для кого для нее, для нее. Это Понял, для тебя, Серега. это твои. Блин, от души спасибо огромное. Вот это да, Не знаю уж, как ты повезешь, но должен доставить все. Понял, доставил, конечно. В коме должен все доставить. Не в коме, а ну как, вы поняли, куда Спасибо, так что от души. вот, рад знакомству, парни, вообще. прям. Спасибо, братан. Ради этого и приехал. Да? Поэтому сегодня все кушаешь Тверское. Это самодельный завод делает Анасий. Это тоже Тверское, черный кабан. Это не я. Тверское. Ну и лаваши, естественно, тоже Тверской хлебзавод. Ну и Тверская, осталось только жалко, еще обед. Как бы завтра. Пожалуйста, может что-то решить. А, там Здравствуйте. Здравствуйте. Да видим уже. Правда? А что и маху-то отняли? Не потянуть? Да не, а какая сейчас? ножек нет, надо пивка. Модный? Что значит модный? Здесь валы. Ну, как у насадочные, ребят. Четкий. Пашка вчера взял, блин. Красота, блин. Нормально все, братан-то? Да. Нормул. Ну все, закормились. Опять обновились. По кормушечке бахнули с мотыльком. Пашка вчера привозил. Что у нас еще есть вот на зарядочку. Ну, вот Серега нам привез еще 2 пачки. Нормально. Есть чем кормить. Кормим хорошо, прям достойно. Ну вот пока сейчас смотрю, тишина. Пока тишина. Ветрище поднялось. У нас там все железы поулетали, блин, ё-моё. Сейчас, наверное, потом Паша пойдет в домик, за бур возьмет, а я схожу, все их соберу. Мы их туда немножко поставим. И у нас шуга будет вот эта, которая, ну, хотя бы и ей засыпем, пока хватит на часа 2-3. Под солнцепек. А там потом смотришь, уже вечером-то подморозит. Ну и постоят еще немножко. Ну эти надо все собирать, блин. Валяются они у нас. Да, Просто те тоже попадались. тоже попадали, да?
Только новые вот эти стоят. Подбери какой-то груз и ставь. Ну, потому что никак. А те вот эти стоят новые, им похрену вообще мороз. Площадка тяжелая и как бы нормально держит. Ну, братух, поклевка. Да у меня что-то тоже дернуло. Тоже, да? Ну, сейчас должно, сейчас закормил немножко, сейчас 10 минут подождать, 5 минут. Сейчас, в принципе, самый клев, ребят. Ох ты, блин, а? Смотри, что делают. Не выкладывай так. Рыбнадзор подъезжал, поинтересовались у всех и только поинтересовались. Дядька там старается, ищет что-то, смотрит. Вот. Ну, рыбнадзор есть, это хорошо, хотя бы как-то так. Потому что у нас здесь в деревне, блин, вообще никакого такого смотра нету. Люди и летом сети ставят, хотя я вообще летом не понимаю, зачем ставят, потому что рыба, она тухнет за 2 часа, в сетке попадается. И ставится. Да? Ага. Не густерочка, кажется. Бодается. Ого, братуха, ништяк. Грамм 300-400. Под пятихаточку даже, наверное. Самый крупный, братан, сегодня. Да, Красава. Опять на мормышку смотри, да? да. Опять с У меня дна. на крючок что я ничего не поймал. С дна опять. Да что? В губеху там втыкается, капитан. Покажи. Ага. Покажи. О, ребят. Огонь. Молодец, братуха. Давай, красава. Приятнее тащить. Да. Я представляю, вот, да, если на 2,5. Как ты вчера того тащил. Вчера, ребята, тут информация сказали, что на 2,5 поймали. Представляете? Зимой на 2,5. Жесть, блядь. Это же там такая лапа, блядь. У меня по фидеру, блин, трофей 2,555. Я представляю, что за там монстр, блин. А он здесь красивый, он такой здесь черный такой. Какой-то интересный. Ну все, выложил, да, братан, Да. красиво. Ну опять со дна, видите, ребят, мормышка. Ну вот он если хороший берет, он все выкладывается нормально. Ну, это хорошенький, да. Это уже прям хороший, приятный. Такой, не мелкий. Его уже можно и пожарить, прям такого классного. Что, пошла возня, да, братух? Да. Слушай, у меня пока мучить мормыхи там. Ну опять со дна он пошел. Да ладно. Серьезно? Поменьше. Ни хрена раздачка. О, да ну нафиг, ты чё, еще больше, блядь? Братуха, ты чё, блядь, слышишь? Нормально вообще. Так, вот собрался назад, что ли? Ты его так цепляйся, братан, ногтями прям. Сейчас я Сжимай его, вот это капитане. опущу. Потому что или сейчас перемотает все, или перервет у тебя. Сейчас. И перезапутает весь строй. У меня тут... Слушай, такой же, наверное, да, братух? О, взял на крючок, кстати. На крючок? Ага. Первый раз. Блин, вообще огонь. Ты глянь, ты вчера говорил. Ты смотри, Ох, ни хрена его долбил кто-то, и блин. посмотри, какой лещ. Да. Судаки есть, братва. Хорошие. Паша здесь на 7 килограмм доставал. Так что тут есть клыкастые монстры. Блин. Монстры тут есть. Блин, у нас ветер прям шатает. Угомони свое блатное сердце. Опять хороший? Не. Да пойдет. Смотри, что делает, а, мужик, а? Что делает, а? Третьего подряд. Ну вообще прошло, минута даже не прошла. Достает. Поменяем? Рыбач. Не, Нормал? мы же рыбач. Блин, вот это, конечно, рыбалка, ребята, а? По лещу. Я мечтал вообще побывать на такой рыбалке, блин, по лещу. Все у нас есть, и судачок есть. Вообще, кайф. Жерцы стоят, блин, щучка ловится, судачок. Вот так вот. Немного, конечно, есть. В ту экспедицию мы возвращались обратно в доме, там больше времени проводили, а сейчас тут прям здесь. Кайфуем. Ребята приехали, блин. Вообще, блин, вообще кайф. Охрененно. Вообще охрененно. Я бы так неделю жил нафиг. Да. А что, так неделю и живем. У нас сегодня какой, братан, 4-й день? Не знаю, да, братан? 4-й день. Нам завтра, послезавтра. Это время, ребята, летит вообще просто махом.
вроде собираешься, думаешь, блин, целая неделя. А он пролетает дни, как эти. Вообще. Братуха, ну ты чё? Ну не прям лично. Аккуратно возле лунки сейчас будешь. Да, хороший. Опа! Да ну нафиг! Да ну! Лещара, братан, да? Килограмм, наверное, не, 800. Да ты успокойся, братуха, ты что делаешь, а? Смотри, что делает мужик, а? Капитально, братан. О, слушай, хороший. Хороший, ребят. Ну нет, да, такой. Пойди. Да, 500-600 грамм. Блин, вообще кайф. Вот это заломал. А? Смотри, что делать, блин. А, блин, нифига себе. Ну, конечно, братан. Хитрый глаз всегда глядит за нами. А он где у тебя? На голове. Что, на мормыху опять? Да. Да? Блин, смотри, что. А у меня нифига. Вот сегодня ты в ударе, братуха. Ну не надо, братан, столько пропусти. Братуха. Что, лещ? Есть. Опа. Есть контакт, ребята. Такой же, братан. Есть, ребятки, контактик. А? Хорош. Братан, как ты на автомате камеру включать успеваешь? Тут такое тело, братан. Бывает, знаешь, я поклевки провораниваю из-за камеры. Очень мешает она, конечно. Но по-другому никак. Охота донести. В первую очередь. Камера, конечно, мешает при всем этом деле. Да. На самом деле. Ловить рыбу просто. И еще ее снимать, это очень тяжело на самом деле. Когда вот так, допустим. Ну, я вот понимаю, вот пацаны охоту снимают, вот это вообще тяжело. Это вообще тяжело. Так, братан, я тебя догонять начинаю. Так что давай не расслабляйся. Опа, есть контакт, ребята. Хорошенький, 500 грамм. Все, ребят, походу время вышло. Ничего успели, то поймали. Ну, с ребятами зато познакомился, постояли. Они, точнее, стоят. Сейчас будем обедать, шашлыка будем готовить. Вообще, пацаны такие крутые. Вообще. Андрюха подарил такой подарок. Классный, жерлица, ребята, от Петрова. Ну, а Серега там банные принадлежности, там, в общем, дочки всем подарки сделал. Вообще, так приятно, ребята. Нахожусь 2000 километров от дома, и тут свои люди. Это очень круто и приятно на самом деле. Вот. Ну все, ребята, отстоялись. Откормился я. Откормился. Сегодня 2,5 пачки откормил мотылем. Ну да, вот самый пик, конечно, когда пацаны приехали, надо было сидеть, но ничего, ну как потом поделать. Пашку тут подловил, нормально. В общем, у нас, ребят, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 штучек. Тоже все нормально. Вот такая кучка. Вот самый крупный, наверное, вот этот. Пойдет, ребят. Пойдет.
вот такой пир, праздник, по-другому не назову, пир на весь мир. Шикарно встретили ребята с Твери, прям подготовлено. Тверские напитки, тверское мясо, колбаса, это квас, ребята, пиво, даже тверская водка сегодня у нас на столе. Ну и изюминкой, так скажем, сегодняшнего дня горячее блюдо, шашлык, прям на рыбалке, прям на льду. Это круто, это всегда приветствовалось и приветствуется, ребята. Готовьте, встречайтесь, отдыхайте, потому что, ну, все понятно, рыбалка, но вот это дорогого стоит. А многие, наверное, заметили, у Сереги висит камера на груди. У Сергея тоже есть свой канал. Канал называется «Так и живу. Рыбалка с Иванычем». Ребята, ссылочку я оставлю в описании. Зайдите, посмотрите. Кому понравится, подпишитесь. Ну и передавайте привет от меня. В общем, мне очень будет приятно. Ну а как-то так, ребята. Дальше больше. Мы продолжаем. Так, сюда надо леща положим. Чтобы замораживаем. Сюда лещка положим. Ну, поймали сегодня, да, тоже неплохо. Сюда лещка. Килограмма 3. Такой, за разговорами, за вкусной едой денек потихоньку и пролетел. Рыба перестала клювать, я смотал удочки, забрал рыбу. Ну и в общем Серега меня отвез на базу. Паша уже с обеда был в домике. Паша до сих пор себя неважно чувствует. И в целом он с обеда уже отдыхал, а я с мужиками еще посидел на льду. Ну в общем рыба перестала клювать. Домике отдохнули 2-3 часика и решили вечером выдвинуться на лед, так как с Пашей решили подарить мужикам достойные подарки. 2 ножа, которые я привез в экспедицию, мы решили с Пашей подарить, так сказать, парням на память от души. Серега за нами приехал как таксист и потихоньку допылили до базы. Вечером погода прям благоухало, ребята. Такие закаты красивые на этом озере. Прям солнце заходит за горизонт, именно как будто за озеро. Это очень красиво наблюдать. Была бы большая камера, на таймлапсе бы было прям великолепно. Мужики расставились. Андрюха в одной стороне, Серега в другой стороне. Серега всего лишь с ночевкой, а Андрюха приехал на 5-6 дней попробовать порыбачить, потому что у ребят уже закрытие. В общем, такие дела, ребята. Приехали на вечер к мужикам дарить подарки от души, ну и провести вечерку на льду. Мужички тоже поймали рыбку. Андрюха, ты поймал? Да, я еще хотел спросить, ну, отпускать такую или нет? Да что, это едовая, пойдет чучка, что? Нормально все. Серый, ты впустишь, нет к тебе? Вообще не вопрос, так. Да? Ого,
Как есть. Сейчас мяско поставим под огонь, пускай греется. Нормально все у тебя. Че, леща поймал, нет? Не. Нет? Одна поклевка это была, и то не Да? думаю, я думаю, ёрш какой-то. Все, понял. Все, куда пустишь? Давай в угол туда сяду. Блин, так давай ты сядешь в угол. В угол меня поставь. Только не наказывай. Нет, наказывать не будет. Было бы за что, а тебя не за что. Ну да. Главное, что лунка моя аккуратнее. Блин. Так, Давай, Серег, на, можно вот так вот? да. Без этого, да? Никак? А без этого как? Как без этого, Андрей? Ты посмотри, какие тут звезды. Ну да, там звезды-то серьезные. Как? Как без Серега, этого? Да, это не от меня. Тихо. Вот. С тебя копеечка. Пользуйся всегда. Понял? Андрюх, это от меня. Вот это убирай. Блин, от тебя тоже копеечка. Да. Но только медная. Макс. Или 50 копеек, или там что-нибудь такое. Только медная. Наконец-то у меня будет настоящий нормальный. Можешь его перевозить, не является холодным оружием. Наконец-то Но рабочая у лошадка. нас будут нормальные в Твери ножи. Нормальные в Твери будут надо. Все, ребят, это от нас подарок. да? Если честно, то такого... Блин, блядь. Красавчик. Паша. Серега, что скажешь еще по жизни? Знаешь, блин, хочу одно сказать. Когда есть такие замечательные люди, как ты, и как мы, да. И когда тебя окружают такие же замечательные люди, как вот Андрей, ну, сын мой Макс, как вот Паша, такой золотой человек. То есть нету никакой разницы. Кто бы ты ни был, там, москвич, там, украинец, там, или там белорус, или там, американец. Если ты человек, ты всегда будешь человеком. А если ты, не знаю, выражение, подонок, то ты и будешь жить подонком. И не надо не сваливать никогда ни на кого. Надо всегда Быть человеком. да? Надо всегда оставаться человеком и быть человеком в первую очередь. В каждой ситуации. Правильно, да? В любой ситуации надо остаться человеком. Вот А это правильно. нет, и не надо искать крайних. Вначале посмотрите на себя, а потом уже ищите вокруг. Вот это правильно. Вот это красава. Макс, давай так. Макса, да, Макс Кулачок. Серега красавчик еще. Так что, когда тебя окружают такие вот я никогда его не учил ничему. Он просто сидит и смотрит на отца. Ну, конечно, а на кого будет равняться? И На он тебя только. понимает, как надо себя вести. И он сказал, вот он про вас говорит: пап, я буду водить машину так, как водишь ты. Все. И он все разы поехал, сдал права. Поэтому оставайтесь людьми, ребята, людьми будьте, никогда не надо там на кого-то смотреть, не равняйтесь никому-то, не завидуйте никогда никому. Будьте такими, какие вы есть. Живите сейчас, живите в данную минуту, в данный момент. Не оставляйте то задуманное, когда хотите, на будущее. Будущего может не быть. Надо жить сейчас и в данный момент. И этим надо воспользоваться, ребята. Пользоваться надо. Красавчик. Андрюх, ты молодец. Ты вот живешь, приезжай сюда к нам, сюда, на Тверскую землю, с семьей, с женой, дочку, маму можешь взять. Ну, на хозяйстве есть, мама, наверное, на хозяйстве останется, если вы здесь поедете, Ну, да, поэтому, да. да, поэтому мама не поедет. Приезжайте с семьей, мы всегда с семьей здесь отдыхаем. Мы рады, таким хорошим людям, как вы, мы всегда здесь рады. Правда рады. Красавчик, Серега. Просто рады. Красавчик. Никаких-то вот нет вот таких-то, что там чего-то там, да я, да это только это не из-за чего, не ради чего-то. Это ради того, что вот есть на свете такие люди хорошие. И просто вот им хочется сказать хорошие слова, добрые слова. И чтобы в жизни всегда у них было вот счастье, солнце, любовь, еще раз любовь и всего хорошего. Блин, давай. За тебя, за твою семью и Спасибо, братан.
Живой? О, Андрюха сейчас гостя приглашает, ребят. Смотрите, пентагон, да. Сейчас мы включим тоже подсветку. О, это, глядя на тебя, не знаю, такой фонарь-то, ты говорил. во, Андрюха, это точно да он. Вот, купил Чётко. тоже. Тоже взял, да? Да. Класс. Слушай, нормально. А что такое-то? Что-то горело, да, Андрюха? Сейчас? Ты знаешь, когда это, вот печка, ну, вот, я не знаю от чего, потекло, вот что, вот потекло от трубы. А, потекло, да? Да, и вот такая вот фигня осталась, нахуй. Честно. Красава, да? Весело. О, Андрюх. Так, Чётко. вот это его надо только пристроить. О, залепи. О, вообще, смотри, какая красота. Ну, Андрюх, ну у тебя хоромы здесь вообще капитально. Да, когда еще вот все это ровно, блядь. Вот здесь печка стоит, вот здесь я эту кладу, ставлю, вот там ловлю, сижу, блядь. Ну, так Ну, заебись. здесь, конечно, в футбол можно играть, блин, вообще. Классно вообще. И перегородка, да? Да. Классно. А ты тут платки не рыбачишь сегодня? А там, вот, да? Вон у меня. Все, понял тебя. Угу. Блин, слушай, только место вообще. Может, никуда не пойдем, здесь останемся, а? Андрюх? Да, тогда что-то если не на полу же спать-то будем. Да ладно, разберемся. Вообще класс. Блин, ну светлая крутая палатка, да. Вот это, да. Да я это летом поставлю, все равно буду делать вот эти оттяжки по-человечески и это. Из керхера на даче помою. Ну, не из керхера, а с этим. С какой-нибудь хуйней вымыть. Полы вымою, все. Класс. А так мы здесь с женой тут в тапках ходили, это я сегодня уже. Это уже готово, да, Андрюх, да? Да. Получается. Раз, они по всему периметру. Здесь две, Нет, да? три. Они, И там три, да? видишь, что вот под эту палатку одним целым не продаются. Продаются два это. Они два с 3 лунками. Ты можешь, ну, короче, в 2 местах ловить. Все, понял тебя. Ага. Круто. Ништяк. Вообще. Ты тут один, короче, скучаешь? Да, что я скучаю. Я на рыбалке, когда мне пофигу. Как ты один ездишь, Да. ну, ты сам говоришь, бля, я в палатке лучше высыпаюсь. Да, чем конечно, дома, это для меня вообще кайф вообще. ну, и мне так же, мне все время говорят, блядь, тебе что, одному не скучно? Я говорю, нет. Мне вообще заебись нахуй. Правильно, вообще. Собрался и поехал. Круто. Покатались. Все на месте, ребятки. Дома. О, Андрюха пошел. Все, идем домой. Ребята, доброе утро. Я уже сбился со счету. 5-й день вроде нашей
точнее в моей экспедиции в Тверской области. В 8 утра топаем на лед. Андрюха Пашу зацепил на снегоходе, а я пешочком. Погодка сегодня, ребят, такая ветреная. Ну и вроде обещают дождь. Сегодня солнышко не будет. Очки почему-то одел. В общем, такие дела. Вчера шикарный день был, конечно, насыщенный такой. Ребята приехали, Андрюха, Серега, пацаны, большой привет вам. Куча подарков надарили. Посидели, шашлычок вчера. Красота. Короче, 18 плюс был, ребят, денек. Ну что, как обычно, проверка желез, речь. У нас заканчивается живец. Паша, скорее всего, поедет в село за живцом. Там есть, ну, у него есть там люди, которые ловят, продают. Нам надо еще штук 25, чтобы достоять. Андрюха подъехал, сказал, что у нас 2 подъема вроде, а у него загаров нет. Так что такие дела. Топаем. Сегодняшнее утро прям не задалось. У нас было 2 подъема и оба холостые. Судак брал, выматывал. Хорошо трепал живца, но почему-то не загладывал и выплевывал. В совокупности по снастям я сравниваю то, что не только наши жерлицы, но и у Андрея, у Сергея, и ребята рядом стояли. В этот день сработки были, но результат был плачевный. В общем, ни у кого ничего не попалось. Ничего не оставалось, как кормить леща. Благо он поклевывал эти дни. Вот сегодня будем сидеть проверять. Как обычно, закорм стартовый. Многие писали, что много кормлю. Не знаю, ребят, по кормушечке, в луночку, с мотыльком в периодичности там 2-3 часа. Мне кажется, не особо и много. Сегодня было прохладно, ветрено. Как вы знаете, Паша у нас немножко болеет. Взяли у Андрея газовый баллон, чтобы немножко отопить палатку, чтобы было немножко теплее. Я поймал одного небольшого подлещика. Просидели мы, наверное, 2-3 часа. В общем, были небольшие шевеления, были небольшие поклевки, но лещ тоже отказывался брать. В общем, сегодня, ребята, перемена погоды и рыба перестала ходить, клевать. С утра у нас были небольшие загары, тоже непонятно. Флажки поднимались, но рыбу так мы не увидели. В общем, утрянка показала такое себе. Ну, уже крайние денечки, так что добиваем, ребята, рыбалку. В общем, приятного просмотра. Понеслась. Ну что вы, бродяги, долго спите? Вы поспать, да? Я рыбы. Судака, ёбаный в рот. Да ладно. Здорово, брат. Привет. О, ништяк, молодцы. 5 поклевок. 2 целых вымытки. Вот один взял, второй целый вымытку, да, ну, в конце брошен. Потом вторая, третья половина вымытки вымотан брошен. И 2, так, дали. Смотри, по метру, по 2 А хватало. здесь нихуя. Да. Ну, что-то да. Я тут выходной там убил. А, кстати, там Тишина сегодня, ребята. Погода поменялась и все. Пиши пропало. 11:51. Самый такой сейчас пик. 2 дня до этого ловили прям прекрасно, а вот сегодня вообще. Хотя подкармливаю. Вообще. Это что, какой-то бык? Вот какая-то мелкая рыба. Тишина. Одного поймал и все. Парни приехали, покушали шашлычка. Вчерашнего разогрели макароны. Серега поймал там одного. 5 сработок было. 5 сработочек. Да. Как-то так оно. Сегодня вообще грустно, скучно. Ну ничего не поделать. Ничего не поделать. Сидим, что, ждем. Паша сейчас поедет в деревню
Позвонил там мужичку, ну, который уже живца возьмет на вечер живца. Мы обменяемся все здесь. Что-то, может, переставим. И как-то так. Ну, потихоньку уже заканчивается рыбалка. Ну, у нас еще, конечно, сегодня, завтра. Ну, как-то так. Так, из рыбы что у нас получается-то? Штук 4, наверное, 5 судачков и штук 4-5 щучек у нас. Ну, лещей, конечно, мы нормально половили. 2 майки полные. 2 полные майки. Сегодня хотели рыбу пожарить на вечер. Ну, пока вот только один подлещик. Надо еще, конечно, щучку какую-нибудь поймать. Было бы вообще классно. Братулец у меня вот вроде отходит от болезни. Самое главное. Немножко хоть оживет. Ты меня тут подожди. Ага. Андрюха дал прокатиться. Ну что, снегоход есть снегоход, ребята, правильно. Он остался такой. Уже нормально пробежал, ребят. Неплохо, так скажем. Красота. Сейчас приехали на базу кое-что взять. Хозяин приехал. Это все пуготи, так скажем. Паша хочет поговорить с ним, встретиться. В общем. Тишина сегодня по рыбалке, ребят, вообще никак. Плоховато. Плоховатенько, плоховатенько. Ну, что поделать, ничего не поделаешь. Ну давай, Серега, что? даже любили. Сегодня у нас, как говорится, прощальное. Ой, Прощенное воскресенье. прощенное воскресенье, Прощенное, да. Вот. Хочу, может быть, даже сказать, попросить прощения у всех живых, у всех, которые что-то я где-то в жизни в это сделал, может быть, не так, может, кому-то насолил. Ну да, это такое есть. Может быть, где-то кого-то грубым словом обидел, ну, хотя стараюсь так никогда себя не вести. Может, где-то кому-то что-то не додал, может быть, где-то кому-то что-то, как сказать, Передал, да, можно даже и так, ненужного. Да, не нужно, да. За все прошу прощения. Ну и хочу просить еще, конечно, прощения у своего отца, которого нет в живых. Но я часто не обращал на него внимания, а он меня ждал. Он ждал меня на даче. Я что Максу сказал? Он звал всегда меня на рыбалку. Он не на рыбалку, он охотник. Он всегда меня звал. Я вчера Максу сказал, цени это время, когда ты с батей двигаешься. У него было 2 ружья всегда. И одно было для меня, а я этого не ценил. Хочу у него просить прощения. Давай, Серега, не раскисай. Ну, так что любите своих родителей, Вот цените бабушек, дедушек, родителей. Будьте всегда рядом. Да. Вам плохого никогда никто ничего не сделает, Андрей. Да. Плохого никогда не скажут. Еще, Серега, такой момент, родню никто не выбирает. Нет, конечно. Она как бы есть. Ты себе родственника не купишь, родного. Ну, я имею в виду, что родню ты не купишь ни за какие Давай, деньги. что ты раскисла, Серега, отвечай. Ну, я такой. Давай. Я просто Прощенного воскресенья. прошу прощения, в общем, у всех, ребята.
Андрюх, я такой эмоциональный. Взял из раскис, короче. Изначально. Сюда, сюда. Ну на сзади. Да, эмоциональный. Давай, братулет. Спасибо тебе огромное. Юня, спасибо тебе. Настоящие Давай. мужики, ребята. Настоящие мужики. Настоящие рыбаки, настоящие мужики. Они здесь. Они там где-то, они здесь. И тут он ловит. Да, но настоящие мужики не только здесь, они еще и там, вот, где Андрей. Нас много, ну Нас пораскидало много, нас проскидал, да. пораскидало. Но, надо искать, Но мы короче. стараемся, мы ищем друг друга. Да, да. А кто ищет, то себя найдет. Настоящие, как говорится, парни, они всегда встречают, они всегда найдут друг друга. Да. Поэтому, Вообще, да. я рад тебя. Блин, спасибо тебе, что ты здесь, на нашей Тверской земле. Ты знаешь, просто приятно. Теперь я буду вас ждать на моей земле. Вспомни. Обещаю, что мы Приедешь. приедем. Приедешь. Может быть, в этом году не получится, но через год приедем. Обязательно. Если не получится в этом году, потому что у нас запланированы уже были мероприятия на этот год, поэтому, Ну, понятно, да. то есть, а со Ну, следующий вот сейчас год, думаю, Сейчас есть. связь есть, будем поддерживать. Вот такой классный парни. Все, ребят, на связи. Во, ребята, берите на вооружение. О, смотрите. Раз. Бля, ну На вообще зоне. класс. Вообще класс. Раз, два и все. Стоит как копанный. Блин, красота вообще. Вообще бомба. Ну все, Серега уехал. Блин, ну такие мужики, ребята. Андрюха еще остается. Он постоит здесь еще 2-3 дня, получается. А Серега уехал. Ах, ребята, как я прожигаю дни. Это вообще ужас. Это просто не передать словами, ребята. Охренеть, просто охренеть. Я даже не знаю, как сказать, ребята. Это, блин, настолько, конечно, это круто. Базара ноль. Не у всех столько времени, конечно, но я прям вообще не знаю. В общем, опять, ребята, у меня новые знакомства, новые пацаны, которые в Твери меня всегда поддержат. Это, блин, это круто вообще. Вот такие парни. Вообще класс. Давай, братан, хорошей дороги тебе. Ну, а мы продолжаем, ребят, немножко рыбачить. Посидели сейчас в палатке. В общем, Андрюха ездил, у нас была сработка. У нас пошел дождь. И попалась щучка, ребята. Вот такая. Братулец у меня тоже поймал еще лещечка одного небольшого. И я его отвез за живцом. Потому что вечером мы сейчас все будем менять. Так что сегодня жареха будет. Будем кушать жареную рыбу. В общем, ребята уехали. Но Андрюха здесь остается. Он переехал в ту палатку, получается. И, в общем, такие дела. Прожигаем дни прям капитально, ребята. Ах. Ну что, посидим, подождем Пашу, порыбачим немножко. Блин, так привык к пучковязу, ребят, что вообще класс. Вообще тема. Мне прям нравится. Мне прям нравится. Раз, и все. Вся любовь. Четко. Поехали. Кто-то есть небольшой, ребят. О, сорога. Сорожка. Фига заела. О, какая. Пока тут расставляется, я смотрю, поклевки.
Да ну нафиг. Там запутано, ребята. Хапнул тут. Ох ты, блин. А что такое за хрень? Почему он так? Подлец, ребят. Подлец. Выложил, блин. Только хотел до него дойти и смотрю, у меня тут все запутано. Тут, короче, пока я был, пока меня тут не было, нас вот не было. Тут у нас кто-то, короче, засел, походу, на крючок и собрал все махом. Все эти собрал. Вон удочки, поводки, блин. Охренеть. Да. Ну вон, смотрите, подлещик так поклевывает. Поклевывает что-то. Сейчас только надо определиться. Что-то. Опа. Клюет, зараза. О, после обеда начал, ребята, брать. Опа. Выложил хорошо так. Угу. По красоте. Есть, ребята, блин, насадиться не дают, а? Смотри, на мормышку опять хапнул. На мормышечку хапнул. О, небольшой, конечно, но приятно. Андрюха поехал вещи отвозить. Палатку одну собрали. Чтоб не мокло в санях, поехал отвозить. А бразулес у меня где-то пропал. Нормально, ребят. Видите? Сегодня он вечером вышел. Сегодня он прям вечерком вышел. Так, блин, я до сих пор вожусь, ребят, с удочками. Ё-моё, блин. Выкладывает. Тут поводок убрал. На мормышку чисто постоим. Угу. Иди сюда, брат. Ни хрена себе. Да ну нахрен. Видали батон? Батон какой, ребят. Охренеть. Вот это батон. Я еще эту не поставил, ребят. Смотри какой. Вот моя рука, вот батон. На поводок хапнула. Бля. Жесть вообще. Кормить надо, не надо кормить, блин, а? Я даже не знаю. Вот это нормально я подсел. Днем вообще сидели, тут тишина. А тут поперло. Вообще поперло. Дайте насадиться, ё-моё. Четвертую поднасадить дайте, а. Дождь херачит, ребят, как из ведра, как и обещали сегодня. Блин, это же бывает, нет, ребят? Такой бешеный клев, пока расставлялся, и бац, все. Хорош. Прекратилось все это дело. Так, ладно, что. Сегодня рыбу обещал Паше приготовить жареную. Сейчас почищу рыбу и на базу. Андрюха приедет, на снегоходе умотает сюда нафиг. Как что творится вообще на улице. А жерлицы уже потом подождут. Как-то так. Сорожку тут сейчас подлещика и еще почищу, и нормально будет. Да, ребята, ливень просто начался. Вообще капитальный. Сваливать надо отсюда. Ножи мы все подарили, блин, с Пашей. В общем. Я помню, у Пашки где-то здесь
рыбочистки были. Хорошие, кстати, причем. Нормальные. Да, вон. У братухи здесь все есть. Вон она. Ребят. Я хоть так почищу, а дома уже открою. Потому что ножи мы все, блин, раздарили. Пацанам без ножей остались. Такая штука. Сейчас пойду почищу рыбейку. Погодка, ребята. Мать моя женщина. Да, крепит. Крепит, падла. Андрюха приехал тоже. Там сработка, говорит, была. Пол рыбины, говорит, сожрала, говорит, просто. Какая-то машинка, походу, хапнула. Андрюха, наверное, довезет меня. Вообще жесть. Просто мы обещали. Нет, сегодня мы, наверное, не выйдем с Пашей. Завтра пойдем, скорее всего. Не дай бог еще мороз, потом ночью бахнет. Все, это будет хана. Нафиг все примерзнет, все приклеится, блин. Все жалятся, точно там хана будет. Ладно, пойдем чистить рыбу. Хорош базарить. А, хорошо херачит, а? Сейчас вот почешую, чтобы дома не чешуить. Меньше возни, чтобы было. А? Ну, хорошенькая, да, ребят? Сегодня нажарим. Красота. Бля, погода, конечно. Жесть. Ну все, ребятки, что, добрался до избы, до домика. На улице вообще не погода. Дождяра херачит, страшное дело. Братулец у меня плохой вообще. Опять плохо стало. Ну что, в общем, дела какие. Рыбку пожарю сейчас, приготовлю на ужин. Почистил щечку и 2 сорожки. Леща забил. Морозилку, ребят, у нас рыба полная. Там все полная рыба. То, что мы сейчас поймали, все замораживается. Вот. Андрюха довез меня. Красота. В общем, Андрюха сказал,
Сейчас рыбу почищу. Приезжай. Он на 5 дней здесь. У него, то бишь, домик там далеко. Я говорю, приезжай на ужин, покушаем. Сейчас рыбки пожарю. Позвоню и приедет. А вечером, наверное, скорее всего, ребят, дождь закончится, дай бог, и пойду переставлю все полностью. Такие ножи все раздарили, но в прошлую поездку, ребят, я Паше делал такой подарок. Это нож от компании Русберг 95Х18 кованая. И видите, такую гравировочку делал. Паша его с собой взял. В общем, красота. Вот такие ножики, ребята. Блин, красота, четко. Я старался в ту поездку сделать такой универсальный, получается, видите, венги, шкуродерочка такая, спуск такой широкий. Ну, мне нравятся такие ножи именно вот. Рыбку порезать, мяско, ну, в общем, ну, по грибочке такой средний. В общем, ребят, кому интересно, заходите, заказывайте ножи, гравировочку делайте. Ребята делают. По промокоду Дрюня 10% скидочка. Так, ну ладно, я сейчас спущу, ребята, кишочки, так скажем. Острющие ножи, класс. Вон сорога тоже, ребят, на икре, смотрите. Главное, почешу его. Остальное мелочи жизни. Щучка такая кило 300, наверное. Ну, тоже и корка, ребята, есть, смотрите. Вся икряная. Вчера я засолил и корку. Ну, сейчас пожарим. А вчера я засолил. Вот Паша супруге повезет. Вон такая баночка, ребят. Красота. Оставляю все как есть. Я сейчас начал рассказывать, как следует доносить все, разбирал около избушки. Ладно, друзья, давайте. Огонь. Нож. Ну и вот старый лимит, 4 миллиметра, он случился, он уже вообще не будет. Ну все, готово. Запыляем сковородочку. Нашу сковородочку. Масло не жалеем. Люблю масло жарить. Прям в масле. Все. Ну и все, пакетик, ребят. Посолили, поперчили. Братулец внучку взял. Даже вот с вами ездил. Прикупил. Но муки здесь не было. Все, ребят. И, в общем, что, как обычно, в пакете. Всегда готовлю, ребят, в пакете. Что в тайге, что дома. Минимум у нас мусора, грязи. Вот этого, знаете, мучной этой пыли. Кто жарил, тут сталкивался, тут, наверное, понимает. Все, и погнали. Наших городских поближе к деревне, как говорится. Раз.
2. Так, у нас здесь сколько? 5 кусочков, наверное, влезет. 3. 4. 5. И все. И вот такими телодвижениями мы это все делаем, обволакиваем. Со всех сторон. Все, и погнали. Погнали, ребятки, жарить щучку. Оп. Кайф. Она идет так нормально. Он защищает. Нет, там они такие батончики, там леща это же, братан, повкуснее будет. Нет, сорога она ровнее, Да. она вкуснее, чем Ну, леща. хорошо. Понятно, я просто только там помотать пришел. Я когда начинаю кушать, короче, у меня кашля перед шеей чуть-чуть. Я даже ночью в 2 часа ел, сидел, чай пил, говорю. Потом так уснул. Я спал. Да. Вот сюда. Нет, убирался, стирал, готовил. Да, пробавишь, тоже плохо. Да. А что я лег и не так, и кашляю. Раночка, когда сухой, это вообще жесть. А я что без тебя? Братуха, братишка мой, ты мой брателла. Сейчас что-нибудь дам тебе. Кто пришел? Всех уже тут отшпилил, блин, а? Кабан. Всех отшпилил уже, всех. Чего мокнешь-то? Иди под крышу заходи. Добрый вечер, ребята. Ну что? Погода, конечно, дрянь. Сегодня вообще. Дождь не прекращается, 7 час вечера. Пригласили Андрюху покушать. Нажарил щуки. Красота, свежая, ребята. Вот эта рыба, кто бы что ни говорил, свежая рыба, она есть свежая. Когда она только тряслась, и прям сейчас сразу ее жаришь. Сочная, она вкусная. Она везде такая. Красота. Пашке плохо. Но вроде как нормально борется. Бродяга мой ходит. Да, братуха? Да, братуха мой. Красавчик. Всегда ко мне приходит, всегда я его кормлю. Так, 30 живца, ребята, есть. Надо все менять, все выходить. Короче, одеваемся сейчас. Андрюха меня забрасывает и, в общем, поедем поработать. Такие дела. Ну да, крайняя ночью надо делать вещи. Хотя в такую погоду, блин, выходить даже неохота, на самом деле. Ну, вроде как-то так. Все, погнали. Че. Да, братан? Братух,
Красавец, но. Живая. Не везде, ребят, мертвая, конечно, живая. Ну так. Много мертвых. Кстати, хотелось, ребят, поинтересоваться, кто сколько стоял на рыбалке. У меня 10-й день получается, оно будет с рыбалкой, да? Ну плюс дорога там, понятно, не считается. В общем, неделя, так грубо говоря. А так я стоял, ребята, 12 дней. 12 дней на рыбалке я стоял. Ну прям плотно, это без дороги. Так с дорогой у меня получилось 2 недели. Когда я выезжал. Такую экспедицию получается. Ну и как бы жили тоже в избушке. Готовили сами себе питание, там мыли, стирались. Напишите, ребят, кстати, кто сколько стоял вообще. Кто насколько максимум выезжал. Я имею в виду вот так. Ну понятно тоже, то, что домик, так вообще, ну как бы тоже это лайт. А так будет интересно, ребят, сколько кто где стоял, насколько вообще времени уезжали. Будет круто почитать. Дождь херачит, погнали. Ну все, ребятки. Обошел полностью всю территорию. Загаров у нас не было. Живца 50 на 50 получается живой. Все, сейчас жду Андрюху. Андрюха там тоже переставляется, в общем. И как бы еду домой. Нашел палатку, включил свет, у нас здесь освещение есть. Дождь херачит, блин, на улице. Такие дела, удочку поставил. Ну, буду ждать Андрюху. И, короче, домой. Вот еще очередной день, ребята, подходит к концу. Завтра крайний день получается. И будем уезжать. Закончилась экспедиция. Заканчивается, точнее, еще не закончилась, но заканчивается. Так что, вот так вот. Дождик фигачит. Доброе утро, друзья. Ну вот и наступил крайний день. Пролетело просто вот так, как одно мгновение. Мы по стандарту проснулись, позавтракали. Дома небольшой марафетик. И, в общем, налет. Сегодня стоим
до 2, до 3, наверное, и будем снимать жерлицы, потому что вечером уже поклевок нету, а в час, в 2 ночи мы выезжаем. Сегодня, завтра у меня поезд. Целый день шел дождь, точнее целую ночь. Вчера целый вечер. Скорее всего, сегодня будет целый день идти. Вот с дождем сейчас, конечно, махом все подтает. Ну чё, погнали на лед, поглядим, посмотрим. Может, что-то в дождь-то шевельнулось, а? Как вы думаете, ребят? Такой туман стоит. Вчера жерлицы вечером расставлял, ну, точнее, менял живца. Прозрак был вообще ужасный. 30 метров и ничего не видно. Андрюха уже на месте. В общем, и мы потихоньку собираемся. Погнали. Так, друзья, выскакиваем. Ваш телефон, за телефоном пошел. В общем, есть загар, Андрюха отписался. Андрюха на дальних уже одного снял у нас судачка. Вчера, кстати, он щучку поймал тоже, ну, на наши жерлицы. Жерлицы падали, он на снегоходе ездил, доставал. Ну и, в общем, 3-4 гитфлага здесь горит у вас. Видать, походил, поклювал. И он одного тоже поймал. Два подъема, говорит, было. Ну, сейчас придем, посмотрим. Что, 5 сработок, друзья. Прям сегодня хорошо. И плюс еще Андрюха поймал одного. Все бы они были результативные, это другое дело. Вопрос в другом. Ну, 5 штучек, посмотрим. Ну да, чуть-чуть осталось. Может, и плюнул, выплюнул. Сегодня. Есть? Все, он что-то натяг такой был. Нет? Мотал хорошо. Опять пожеванный. Ждёнка. Он вообще жестче. Я не понимаю вообще. Вот. В этом случае, конечно, возможно, тройники бы зацепили. Чего, почему не ждет, не пойму. Обычно все в заглотку чуть-чуть так. Ну давай, пробуй. Так, полная, друзья, вымотка. Ну что, будем брать. О, протух. Есть. Судачок? Хороший что-то. Сразу пошел на тебя. Килограмм железно 1,5 есть, висит. А то и по 2, наверное. Вот, пошел гулять. О, хорошенький. Идет, да, братух? Да, конечно. Ну какой дерзкий-то, смотри, красавчик. Сударь, успокойся. Ну да. Ничего, вот здесь есть. Такой мощный. Что-то уже пойдет. Движуха началась. Сударя. Что-то уже пойдет. У кого? Автограф ставил, да? И с ними базарить надо аккуратно. Да, Шипованные, блин. Ерши. шипованные. Надо было его успокоить чем-нибудь. Зачем мы не берем с собой ничего? Давай его. Захватил. Тут еще пустая была. И вот последняя. Делаем ставочки. Полная, ребята. Пока не чувствую. Ага. Как было. Блин, а? Да, сбивает. 4-1. 4-1, да. Хапает, а. Ну вот, ребят. 4 штучки сегодня у нас. Этот красавчик, конечно, хороший. Ох, жареный-то, а. Пойдет. Это еще маленький. Ну я ничего не говорю, но это самый крупный за поездку. Ну да. Такой, видите, ребята, раз, два. Такой, желтый такой, красивый. Эти темные какие-то бродяги. Как удобно, ребята, опять в гости пригласили. Андрюха тут котлет нажарил.
Давай, говорит, мужики, обедать. Ну так, классно. В домик даже не ходим. Все. Ну, Андрюхи поклевывают тут, ребята. У подъема, да, Андрю? Жик, надо вот успевать вот этот подъем. Ну. Вот подъем, сразу надо, да, если не успел, все бросает. Да. Красота. О, есть контакт. Это в это ведро, да, Андрюха? Это в это ведро. Сортировка сразу, ребята, понял? Опа. Да, чтобы вот так потом на льду не Да. сидеть, не раскладывать. А так круто, вон ведро, да, па? Тоже бац. И знаешь, что удобно? В машине не воняет, ничего, крышкой закрыл и повез. Все эти, ну я просто не вещатник, а все эти вещи удобно, когда вот он двигается. Ну можно вот, пешком. да, конечно. Конечно, все сделаешь. На лед затащил, что надо. Да. Баллоны, газ, и живи тут вообще. мне Я бы еще жил, надо. бы кайфовал, у нас бы Да. так клювало, да. Сейчас построишься, технику купишь, Да. будешь так же, поставишь палатку, она и будет так же стоять. Конечно. Да я еще, Андрюх, я же не вещатник, я оператор. Ребята, потушили палатку. Все. Пашу палатку оставляет здесь. Толя. Лунки закормлены. Вот у нас подлещик вчерашний мой. И 4 судачка. Красота. Сударьки, братан. Да. Ага. Это, наверное, отсеки. Андрюхе закинем ведро. Да. Все, уже не буду. Чисто пускай судари будут. Вот этот хороший. Это я хотел по-другому понять. Какой есть? Все, пошел. Давай, братух. Есть? Что, поинтереснее, Андрюх? Да, что там? Ну не ешь. Ага. Хорошо. Да подожди, сейчас я тебя сниму. Да. Ну, подошел, видать. Ага. Только ветер еще сильнее стал. Ветерок, да. Палатки, конечно, поприятнее, но. Палатки бы сейчас, да, спокойно сидишь. Андрюх, ну-ка прибанами. Замотал на тебя. Ветер как раз. Ёрш, что ли, опять? Ерши, блин. Динозавры. А налим есть, Андрюх, здесь? Я ни разу не ловил. Кто-то говорит, есть. Ага. Вот на Селигере ловил. Знаешь, как на это, днем ставлю на щуку, а на ночь просто тупо на дно пускаю. Угу. Утром приходишь, 2-3 сработки. Ну не крупные. Понял, понял. Хорошего не было. Есть? И берет высоко, блин. Высоко, высоко, сантиметров 40 подымал. Ну, Андрюх, пойдет. Пойдет. Я вот на игру, Андрюх, люблю ловить.
Постоянно. Тоже мне нравится. Ну, поинтереснее. Ну, поинтереснее, да, азартнее. Так сидишь как будто. А тут удочка всегда в руках, знаешь. Контролируешь постоянно. Малейший Вот, поддев. всё, да, Да. видишь, ты уже. Ну вот минус, что, конечно, без палатки это да, это вот все разлетается, все зацепляется. Угу. Слушай, хороший, Андрюх. Да, я чувствую. А у меня, блядь, тут Ох ты. Слушай, там, Андрюх, лещ. Ну, тянет потихоньку. Ну, я понял, тяну. Блядь, за мой сапог. Андрюха, Не ссы, не ссы. да не ссы. О! О! Пойдет, да? Мало. Но не считается, Андрюха, напополам. Заберешь себе. Да не, я имею в виду этот. Ты подсек, я поймал. Подожди, я не тяну леску иду. Вроде нет, Андрюх, нормально. Закидываю я это. Стою. О, блядь. Экземпляр. Пойдет. Класс. Четко. Раздача продолжается, ребят. Братульца что, отвез на базу. Потихоньку сборы туда-сюда. Че, говорит, посиди, говорит, еще порыбаль. Ну все, уже там у себя собрали. На снегоходе завез и с Андрюхой, думаю, порыбачу. А в палатке перестал клевать. Перешли на старые лунки здесь вот. Тоже стояли мужики. И вот, нормально. Сейчас он лещка зацепил. Красота. На игру, на черта вот Андрюха ловит. Ну, в общем, то лещатники, тот в курсе. А я кайфую. Приятно. Сейчас на Андрюха ведро тут набахаем. Ну. Пока ждалицы молчат. Есть контакт. Вот так, ребятки. Подлавливаем чуть по чуть. О, кучка какая уже. Можно ловить леща, здесь можно заниматься с этим делом. А сейчас пойду уже тоже. Домик помыться надо. Киморнуть немножко. Потому что ночью будем выезжать. Так, Андрюхе компанию составлю. Андрюха тоже приехал на неделю. Плюс-минус. Ух, ребята. Сюда когда приехали, тут еще по тропинке снег был. Все растаяло. База пустая. Тишина такая. В эту поездку в баню не сходили. А что, братулек болеет. Баня нельзя. Коты встречают уже, ребята. У меня рыжий где-то тут. Брат мой. Брат. Мощно. Красиво, ребят. Везде красиво. Где нас нету, как говорится. Да, брат? Или ты не брат, сестра? Или ты мать? Вот, ребята, они. А? Красота. Сейчас как лупанем.
Слюнки текут Кто-то вообще. под коньячок, а кто-то под Чаечок. Там же сам знаешь, братан, муж, Тверь, жена. с медиком. Да, ну ничего, каждому свое. Да. Ладно, в следующий раз еще. Уже где-нибудь. Нормально. А так видишь, мамаша, ну, это что же канал уже. Не поплавал даже, чтобы никогда там живет доставил. Окунь. Забивать тебя начинать. Хватит. Пойдет, да? Да. Так тебе не нужен? Нет. Так, друзья, ну чё? Погнали сниматься. Время 10 вечера. С Пашей бургеров хаванули, потом посидели, музыку послушали, а потом, короче, еще картохи нажарили. Переели, еле сейчас дойти бы до места. Ну, короче, погнали. Андрюха там ждет нас. Где-то там. Сзади. Ну, карасик живой. Полетит в озеро, что? Давай, братик, свобода тебе. Свободик тебе. Ну, пару оборотов там осталось. Будешь тянуть? Давай, работай. Да, то же самое. Да? Блин. Я не могу понять, я говорю, вот, Андрюх, еще говорю, хоть такая вот мудисть, хоть тройники ставь, чтобы хоть нечаянно зацепился. Как тот раз, помнишь, да? Я тебе Паш, говорю, братан, с Нового Он года. хапает и все, и вот Те так. года никогда такого не было. Он опять порвал ее, блин. Если приходишь, вымотка 100% сидит. Причем это мудрит. Это что-то не знаю. Непонятно. Вот это колоссал, что идет такое? Фиг его знает. Как будто с двух сторон, Да. главное, так ровно. Причем, Чуть-чуть вообще так клычками, чуть-чуть прижал. причем мудрит-то судак. Щука она, ну помнишь, Да. если вымотка заглот. Не, щука обычно, да, она жаднее. И она или просто носом бьет, или, ну, уже жрет капитально. А тут вот первый раз я это обнаружил, на Новый год началось. Раньше те года два никогда такого не было. Приходишь, вымотка сидит, заглот. Вот и все, ребята. Сегодня больше не поймали. Плотвичка живая. Отпускаем. Я никогда не мучаю, бросаю. Может, выживет. Кого-то покормит. Или сама вырастет. Что упало? Двойник упал. Давай не. Ну, ты сейчас, короче, с корабля на бал. Прям приезжай на тофик и выставляться. Да? Да. Все, жерлица готова. Ну там опять экспедиция намечается на озеро. Тем более. Мужики зовут там за налимом. Вот поеду с новыми жерлицами. А двойник тоже на ним пойдет, да? Конечно. Да только двойник. Ну все, ребятки. Час 02. Точнее, час 22. Полетели мы до Москвы. Спасибо милому дому. Поем к другому. Как говорится. Все, летели.
Ох, не спали вообще ни хрена. Не спали мы вообще. Все, машина полная. Че, братан, поехали? Да, погнали. Все. Полный багажник. Вообще опять, Все стандартно. опять наловили. Ну теперь крепись. 5 часов дороги, блин, на Москву. Спать уже хочется. Вообще. Еще не выехали даже. Все, закрытие, братух. Да. Теперь до первого льда всё. только. А, ну хотя здесь ты, может, и будешь. Не, я рядом за грибами стою. Толясь где-то там, давай. Да-да. Час ночи, друзья. Мы собираемся домой, выезжаем. Закончилась, ребят, еще одна эпопея рыбацкая, рыболовная эпопея. Она не может быть одинаковой. Вроде то же место, та же рыбалка. Ну, ребят, совсем все по-другому. Все совсем по-другому. Ну, теперь сложная дорога домой. Она у меня занимает почти 2 дня. Ну, я имею в виду выезд, поезд и так далее и тому подобное. В общем, дорога домой. Ну, дорога домой, друзья, она не кажется очень долгой. Она все-таки дорога домой. Огромное спасибо хочу, конечно, сказать Толе. Толя, без этого человека бы не было. А вот этой палатки, этого уюта, потому что Толя самый главный вожак там, и все для нас он устроил. Именно палатку, лунки, мы уже приехали на готовое. Познакомился с ребятами. Андрюха красавчик, настоящий рыбак. Спасибо тебе огромное за технику. Без тебя последние были очень тяжелые, так что, Андрюха, тебе огромный привет. Ну и, в общем, конечно же, напарник у Андрюхи Серега с сыном. Серега прям душа. Серега прям душа, очень душевный, очень искренний человек. Прям такой, знаете, вот Тверь, Михаил Круг, вот это он. Ну и, конечно, братулец мой. Он мне уже как брат, по-другому я его не назову. Это брат Паша. Без него вообще бы ничего не было, вы бы это не увидели. В общем, братулец теперь это мой брат. По жизни покровно. Брат, приезжай ко мне в гости. Я постараюсь организовать на таком же уровне. Ребят, душа раскрыта, душа поет. И немного и соскучился, потому что, ну, все-таки 10 дней с дорогами, там, плюс-минус, меня не было дома. Все равно есть тоска, потому что дома ждут меня близкие. Это мама, это жена, это дочка, девчонки, которыми я, как один-единственный мужчина в семье, как говорится, без них никуда, и они без меня никуда. Братулец меня, как обычно, сопроводил прям до самого поезда, помог занести вещи, а особенно подарки, потому что подарков вез я очень много. Москва, вокзал, все, потихоньку попылил себе домой. Чух-чух. Ну, в поезде уже намного спокойней. Можно сходить умыться, можно сходить попить чаю, можно сходить в туалет. В общем, очень тяжелая дорога в этот раз получилась. Мы не спавшие, поехали, и за всю рыбалку тоже намоталось. В общем, я решил в этот раз в поезде просто отсыпаться. Хотя я не могу, ребята, спать в дороге. Но в этот раз я просто спал. Приехал, в общем, огурцом. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Друзья, всем привет. Огромный. Меня вы чуть-чуть уже знаете. По первой нашей экспедиции с Андреем в Тверь на рыбалочку. Вот. В общем, стырил камеру у Андрея. Походить с вами чуть-чуть, поболтать, рассказать о рыбалке. Так я к ней, конечно, собирался. Столько настраивался. Но, блин, я заболел. Вот. И заболел в самый крайний день, когда ехал уже за Андреем. Вот. Почувствовал себя плохо. Думал, может быть, повезет, пронесет. Но не тут-то было. В общем, приехали. Смог только выставиться. А дальше становилось все хуже. И, в общем, тянул эту рыбалку в основном Андрюха.
Вот я провалялся все эти дни. Андрюха меня и лечил, и кормил. Вот. Под крайний мой выезд там хотел сезон закрыть. Но вот получилось так, вот его и закрыл. Вот. Тут, слава богу, приезжали ребята, Андрюхины подписчики. Вообще молодцы, просто такие прям парни. Веселые, добрые. Ну, рыбаки такие, они рыбачки тоже. Ну вот. В общем, нашли они меня, как они. Наши ролики те посмотрели, нашу поездку. В итоге так получилось, что они были тоже здесь и стояли от нас там метров 500. Ну вот. Ну, конечно же, не знали, что Андрей тут. И когда узнали, как они зашли в магазин, тут один магазин на это все село. Вот. И они вообще узнали, что мы тут были по месту. Ну, тоже часто сюда ездят, как я. Вот. Потом в магазине они спросили. Вот, а в магазине и мой номер телефона знает все. Алла там, женщина, она говорит, да у меня есть типа Пашин телефон. И вот Сергей связался со мной. Вот, и попросил, если когда-то еще Андрей приедет, чтоб я ему сказал. Но в итоге, конечно, я ему пообещал. Вот, сразу не говорил, что мы собираемся. Ну, там все не точно еще было. Но в итоге я сказал, он обрадовался. И вот они прилетели сюда. Вот, Серег, по-любому будешь смотреть, тебе привет. Максу тоже привет. Андрей, еще тоже подписчик, он здесь на льду. И в данный момент на льду сидит. Сейчас, может, покажу, пойду. Но не видно, уже, наверное, темно. У нас сегодня крайний день, мы собираемся. Сейчас еще желез снимем. Но в итоге они приехали. Вот, мы приехали, получается, во вторник. В среду. Мы приехали в среду, они приехали в субботу. Ну вот, и благо они Андрею чуть-чуть помогали. Вот. Они, конечно, приехали, вообще красавцы. Они там и шашлыки, палатки выставили. Ну, такие мужики прям. Вот. Молодцы, молодцы. Привет огромный. Вот, ну, конечно, мы тут с ними свидимся. Теперь тоже понимаем, что ездили в одно место, но чуть-чуть прям это не пересекались. Я потому что езжу в одну базу постоянно, а они в другом месте снимают. Ну, у них там палатки, все тоже у них там нарядно. Ну, молодцы ребята, выставились там рядышком. Вот, ну вот, в общем, Андрей вывозил всю эту рыбалочку, считай, один. И в домике там все это. И... Ну, конечно, еще благодаря ребятам я выезжал на лед, они меня возили, ходить далековато. Чуть полегче становилось, конечно, ноги буксовали. Но, естественно, меня туда тянуло. Ну, хищник нас не особо баловал. Вот. Ну, так рыбку половили. Андрюх, слава богу, поймал своего судака. Больших не было, мелкие. Вот. И вот сегодня проклевалось. Как раз нам уезжать. И вроде как судак вышел. Вот. Ну, рыба вся была. Вроде и щука, и лещ. Думаю, Андрюха в любом случае получил удовольствие. Я-то хотел, чтобы он судака поймал. Но... И он его поймал. Не крупного, но поймал. Сегодня у нас сборы. Я говорю, железы одни остались. Сейчас машину загрузите. Ночью поедем потихоньку. Вот. Толя. Знаю, что Толя тоже будешь смотреть. Это мой знакомый здесь. Он уже Андрюхин подписчик. Тебе спасибо, Толь. Ты красавчик. Вот. Он заранее мне поставил палатку. Он кормил. Вот. И, то есть, мы приехали, уже сели, там все закормлено и ловили. Ну, нормально, лещ клевал, хорошо. Андрюха хорошего леща брал. Я так тоже половил чуть-чуть. Вот. Так что, ну, я думаю, что рыбалка все равно удалась. Отдых, рыбалка. Вот. Поэтому, так что, вот такая вот поездочка для закрытия сезона. Как я мечтал, столько я собирался, столько строил планов. Я хотел, конечно, полазить. Я любитель все это там на одном месте не стоять, а буриться, ходить туда-сюда. Ну,
Андрюх там переставлял, конечно, все, молодец. Один, конечно. Но вот я говорю, благодаря ребятам ему хоть не скучно было. И там и хоть возили туда-сюда. Там, у них там и тафалар, и снегоход. Ну, там на видео увидите. Вот. Ребята чуть-чуть, конечно. Да не чуть, а и помогли. И Андрюх там кормили на льду. Я за это всегда переживаю. Но особо не готовил в эту поездку. Половину продуктов повезем обратно. Вот. Сейчас пойду попробую вам показать водоемчик. Там темно уже, правда. Ничего не видно. Может быть, Андрюхина палатка сейчас выходил, там сидит он, свет горит, мне может видно будет. Вот. Ну да, отсюда я вижу ее. Вот. Так что с Андрюхой мы еще попрощаемся. Ну а Серега, сын, у него Макс, красавчики. Вот, большой привет, конечно, им. Они знают, что в любом случае будут смотреть, ждут все это. Вот. Сейчас вот покажу вам водоемчик. Я еще сегодня на него зайду. Жерлицы у нас там стоят, решили их не снимать сразу. Вроде судак что-то зашевелился, крайний день, как обычно. Вот. Может быть, еще что-то попадет, потому что Андрюха вчера часов в 9 вечера снял судачка хорошего. Вот. Вон там его палаточка светится. Не знаю, видно вам будет, нет, там вдалеке. Один сидит там, никого больше нет. Ну, молодец, Андрей тоже. Вот, что-то где-то ездил, там жерлицы поднимал, ветер, новые жерлицы не падали, вот старые мои, лед присыпать нечем, конечно, все валялись. Присыпать нечем, прижать нечем, периодически приходилось их поднимать, но Андрюх помогал, ездил. Вот, так что, ну вот такая вот у меня поездочка, вот, думаю, у Андрея на видео это мало, где, наверное, так решил с вами поболтать чуть-чуть. Сейчас верну одну камеру. Вот через часик пойдем сниматься. Вот такая вот поездочка. Всем привет.